Так, есть YouTube. Так, звук тоже есть. Раз, раз, раз. Ой, так, всем привет. Всех с вечером пятницы. Настало время поделать что-нибудь по проекту, подвигать его вперед-назад, в сторону, влево-вправо. Пьем улун и слушаем подкаст какой-нибудь. Все как обычно, все как всегда, по традиции. Так, какой у нас принцип? Кредо наше. Каждый раз какой-то прогресс. Что-то лучше, чем вчера, условно говоря. Так, что я сделал, что я собираюсь сделать? У меня здесь есть разметка. Я себе наметил. Все, вот он. Производственный ад. Вот такая вот конструкция. Вот такая вот. Удаляемся, удаляемся, удаляемся. И в конце всю эту тему венчает у нас MetaHuman. Мы это все будем потом перекидывать на MetaHuman. Это в идеале. Посмотрим, как оно пойдет. Так. Сейчас я чекну там. Ой-ой-ой. Так. Сейчас Олега пригласим. Так, вы так-то меня все напугали, знаете? Когда я последний раз попросил там, поставьте лайк, подписывайтесь. Вы как-то все резко подписались, что вы меня аж прям напугали. Я такого не ожидал. Всем спасибо. Это очень приятно. Много приятных, теплых слов, отзывов. И я думаю, мы в правильном направлении движемся. Я говорю «мы», потому что, как бы вам это сказать, так много причастных. Изначально сама концепция всего этого была, знаете, в духе... Я очень долгое время из своих персональных проектов не мог ничего родить, скажем так. Они просто валялись там где-то, недоделанные. Я подумал, что надо бы хотя бы Twitch запустить там. Пусть оно как-то наличие хотя бы одного зрителя придаст некой такой ответственности за исполнение обязанностей своих, поставленных задач, чтобы ты не имел соблазна соскочить. Короче, переключиться в очередной раз, переключиться на что-то еще. Это вот часто этим болеют, допустим, 3D-шники. За всех не скажу, а именно, ну, часто встречал, что пишут, начинаешь новый проект, когда еще старый не закончил. То есть и в процессе старого проекта ты
э, тебя соблазняет что-то типа давай попробуем другое. Снова концепт какой-то увидел или там еще какая-то идея возникла, и все. Мертвым грузом остается лежать это все недоделанное, просто потом все это смотришь и такой думаешь, блин, это неправильно. Поэтому еще раз спасибо, что задействованы косвенно в процессе, как сопутствуете. Очень это ценю. Так, сейчас я прочитаю, что там написано. Привет, шучу, салам алейкум. Assalamu alaikum, arkadaşım. Siz. How did you make the skin? It's a very complicated workflow, but as I told before, you can download free asset from free discount store. I attached the link on the source in my Discord channel. You can find there that link. And there you can download the project with scanned mesh, the female head with all set of textures like normal map, albedo map, and that's it. Also, that project include how it makeup layer for texture. That's really easy. Already set it up, already ready for the production, you know. And total free. It's I made just some, как это говорится, additional fix of texture. In some area, I painted my own layer of colors. I don't know how it's say. Eyeliner or blush on the cheekbones, cheeks and lips. That's it. Not difficult, you know. Just try it. Only English, man. What kind of rig are you using? Custom or Rigify MetaHuman? It's no rig at all. Was it? I attached some rig. Now I show you. I made it. How it's... Слушайте, я надеюсь, меня не забанят за это. Сейчас. Привет, анимацию лица будешь делать беншейпом или вручную? Так, сейчас я покажу. Короче, опс. Все, нормально, можно отъезжать. We already have a rig. It's a Mixamo rig because it's very easy to control for base pose, check muscles, check shapes, volumes. For блин, как же мне тяжело говорить. Короче, for base tasks it's как это говорится? Короче, simple rig for simple tasks. Что? Еще раз. Simple dimple. Так, сейчас. Ну, трусики есть, да. Этот, как его? Анимация лица. Анимация лица, что у нас? Я вам говорю, я вообще дикарем абсолютно чисто интуитивно двигаюсь по этому проекту. Делаю, короче, методом... Сейчас у меня когнитивные способности разгонятся за счет чая. Я в форму приду. День такой насыщенный был. Что?
этот, как его? Сейчас. Как вам сказать? Метод чисто такой, лаборатория, экспериментальный. Получится, не получится, смотрю, что работает, что не работает. Потому что мне нравится вот это вот. Лаборатория, экспериментировать, прикручивать что-то, откручивать. Потому что мне не то чтобы непредсказуемость, а что получится. Мне интересно с этим повозиться, поэтому workflow у меня такой, разреженный, короче. Вот, анимация здесь уже готовая. У меня записано через LiveLink, короче, прогу. Надо будет подгрузить это. Там секвенция, и вот этот риг, который к лицу прикручивается, это Faceit, насколько я знаю. Это все делается аддоном Faceit. Все автоматически, никакой там супер прям мануальной работы. Чисто вот мы берем лицо, base mesh, глаза там, зрачки, язык, зубы. И автоматом он назначает вот такие кости. Вот они. Короче, эти кости... у нас тут два сетапа. Это кости и blend shape'овый риг. Сейчас покажу. Вот он сейчас в данный момент присутствует здесь. То есть глаза опущены благодаря вот этому. Вот оно, короче. Я сейчас эти заметки, annotations уберу. Вот, короче, такой MetaHuman с Алиэкспресса. Здесь базовые, короче, вот эти факс, по-моему, называется, каталог, да, базовых анимаций лица. Тут у нас и губы вытягиваются, язык можно доставать. Так, сейчас покажу. Let my loving, let it love me. Глаза у нас тут тоже этим ригом управляются. Let it all, let it all on me, let it all on me. Чисто базовый риг, чтобы вообще отработать всю работу с лицом. Посмотреть, как оно будет вообще. Есть динамика, есть типа живость, нет. Я как бы себе цель не ставил изначально продакшн какой-то из модели получить. Просто на канале есть, я сегодня посмотрел, с чего оно начиналось. И там то, как я и хотел, как и мечтал, чтобы я начинал со сферы. Хоть одну модель в своей жизни я просто взял сферу и начал из нее скульптить. И в итоге так оно и получилось. И я просто осознал, что сам того не замечая, прошел этот путь, которого боялся, который меня пугал, что я недостаточно навыков в моих руках, что я довольно-таки не потяну. Оказывается, глаза боятся, руки делают, и цель была же просто глину полепить, поупражняться. Анатомия была, как его, серия вот там роликов. Я черепа моделил, мышцы моделил. Мне просто нужно было подкачаться. У меня-то образования художественного нет. Бэкграунд у меня вообще. И я как бы почувствовал нехватку знаний, несовершенство некое. Даже то, что несовершенство, как бы некомпетентность. Если ты занимаешься лицами, анатомией, человеческим вообще телом, то как бы надо понимать, что ты делаешь. Поэтому как-то оно все играюще переросло вообще вот в этот проект. Ну вот то, что сейчас, это вот его такая стадия текущая. И оно еще далеко не закончено. Хотя может казаться, что я много еще вижу. Вот я просто сейчас промежуточный покажу. Я накидал вот эти вот annotations. И это вот только итерация, да? Одна из, короче. Yaxshimisiz aka tuzumi? Вообще, ждаем yaxshi, брат. Четкий. Боже, там так много комментариев, вы не представляете.
я не успеваю их читать. Так, сейчас. У меня просто вот этот буфер, посмотрите. Я здесь маленькое окошко сделал, чтобы почитывать чат. Это говорит о масштабах того, как вас много стало вдруг. Я как бы пытаюсь переварить это. Короче, can you make tutorials in the character creation, likeness, sculpting? Сделать туториал, вот как бы, знаете, в подтверждение предыдущего моего, то, что я как бы как хиппи какой-то 3D-шный, знаете. Методики нет, потому что блендер-то я особо до сих пор как изучаю, почему написано Stadium Blender, потому что каждый раз он меня удивляет. Каждый раз я нахожу то, что, оказывается, еще можно срезать, еще более короткий путь сделать. А с появлением нейрона, кстати говоря, кода какого-нибудь там, можно просто себе написать дверь, короче. У тебя вот стена стоит, ты тупишь, ты не знаешь, как в блендере что. А ты берешь просто дверь с клодом, пишешь, короче, он тебе делает аддон, ты вот здесь вот nPanel встраиваешь, короче, и входишь в эту дверь вообще, минуя там какие-то вещи. Олег не даст соврать. Мы вообще как киборги стали, короче. Я себе очень наращивать стал через аддоны функционал в блендере. Поэтому я его до сих пор изучаю, до сих пор постигаю, и это удивительный софт. И он мне подкидывает вообще очень интересные как бы способы что-то сделать. Я все старые свои парадигмы относительно моделинга, текстуринга вообще просто утилизировал. Потому что в блендере я могу делать все. Мне не надо моделить в браше, потом экспортить в Substance, в Substance там что-то, потому что у меня так много итераций, у меня так много мелочей, которые мне нужно фиксить, что если я никогда не чувствую завершенности, я не чувствую, что модель совершенна, что она готова, потому что откуда у меня будет вообще такая уверенность, что все закончено? Мне постоянно я недоволен, понимаете? Мне постоянно надо крутить, вертеть, наращивать. Ну, там есть, конечно, точка, когда надо остановиться. Но в целом я не то чтобы до совершенства довести хочу. Совершенства ты как бы и не достигнешь никогда, и это хорошо. А именно, ну, мне глаз не дает покоя. Ты говорит, нет, нет, еще нет. Не могу я успокоиться и делаю, короче. Поэтому для моего вот этого процесса это же просто тартар, ад какой-то, чтобы я туда-сюда обратно гонял модель, там покрасил, там даже вот в Substance подгружается модель, получается, ты ее обновил, у тебя там сетка обновилась, ты что-то там закинул, и все заново, либо там проекция текстур идет, там что-то слетит, что-то мне не нравится, что-то мне не устраивает, что-то я поменяю. Ну, короче, понимаете, блендер универсальный в этом плане. Поэтому туториала I can't make tutorial for this project exactly because I don't have a pipeline for this because it's I made that project in my free time and while I'm studying Blender. Uh, I made some research with that project. Как бы, понимаете? Возможно, когда закончу, я уже буду знать, как это можно сделать. Как бы такой Прометеев огонь, его как бы дальше, да, перенести. Потому что, знаете, во-первых, фришный же блендер. Это вообще замечательно. Я как бы по возможности старался именно все ассеты, все, что вот есть в интернете фришное, бери. Берешь готовую башку, засовываешь ее в сцену, она уже настроенная. С ней работаешь, ее крутишь, вращаешь. Особо напрягаться в этом плане. Все готовое. Я уже вот говорил то, что в наше время, когда мы начинали только 3D-шить, такой роскоши не было. Ты, по сути, такой отец-основатель, который все себе сам точит, режет, строит, выпиливает. А сейчас можно взять уже и
Ты можешь платишь сделать. На готовом уже строить какую-то идею, срезать, опять же. Понимаете? Вот. Это к тому, что по возможности здесь все фришные ассеты, все в свободном доступе, то есть бери, делай, да. Ну вот уже намечается как бы э, некий вектор, как формировать, допустим, здравствуйте, хочу вам показать, как делать. Берете, качаете голову, делаете. По сути, весь один большой туториал на канале лежит сейчас. Я просто смотрел подкаст, слушал музыку, с вами общался и лепил из шарика из глины человеческое лицо. Я как бы даже и не знаю, правда одна, вот она вот так выглядит. Никаких, типа, как сказать, хитростей, понимаете? Так, дайте я почитаю комментарии. Сейчас у меня... Может, скажите мне, что я смогу прочесть. Так, можно я сейчас сравню чат? Нет, не смогу. Так, мне придется сейчас на YouTube откатиться и посмотреть чат. Потому что я не успеваю. Так, смотрите, я могу почитать, что вы написали. Так, Зарик, я ответил. Прекрасная текстура, как ты это делаешь? Ну, опять же, все готовое. Там хорошая текстура мейкапа есть. Я в фотошопе ее просто наложил сверху. Я тогда еще UQ Paint этот не использовал. Просто в шопе смержил и все, короче. Там целый набор текстур на 3D Scan Store. Там различные категории мейкапов. Там Smoky Eyes есть. Можно даже, по-моему, по этим... Как его? По регионам. Уже удобная маска разнесена. Там RGB маска. Можно, короче, для вот этой... Как называется? Консилер, румяна. Как бы для губ тоже есть цвет свой отдельный. Очень удобно. В MetaHuman, кстати, такая же тема предусмотрена. Азамат, короче, замути курс полный по этой девочке, а как персонажа не куплю 100%. Да, надо это обработать, эту информацию. Обязательно. Надо что-то, конечно, придумать. I'm actually learning animation and rigging and also I'm assisted with 3D character creation. Учитывая, что образования художественного нет, уровень высокий, говорю, как имеющий художественное образование. Закидывать уже можно портфолио на вакансии зарубежные. Спасибо. У меня, видите, такой по наитию, короче, происходит. Чисто такой подход. Я анализировал, почему так. Я не знаю, как это объяснить. У меня чисто один такой алгоритм, я его явно нащупал. Вот это comparing, сравнение постоянно. У меня очень много происходит итераций влево-вправо, влево-вправо. Вот у меня реф, там, допустим, наложение, оверлеем каким-нибудь, ротоскопингом. Очень много-много итераций, сравнения постоянного. Прям какого-то аномально большого. Я вот от этого устаю, когда делаю, потому что глаз очень интенсивно сравнивает постоянно. Расстояния там какие-то, перепады, глубины, объемы. И это вот как-то вот такой брутфорс, да, грубая сила, которая... Я каким-то естественным образом насмотренности какой-то набрался. Но на одной вот этой насмотренности, я дикарем называю, далеко не уедешь, и надо какие-то технические аспекты все равно закрывать, подчерпывать, элементарно понимать, как оно работает, как оно устроено, там, какого вращательная манжета, плеча, ключица. То есть даже по некоторым моментам не знаешь, как называется там кость определенная. Хотя это нужно знать, это такой минимальный базис. И вот так это все завертелось, закрутилось. И я всем рекомендую, настоятельно рекомендую, прям, я не знаю, проходите обязательно анатомический курс. Это
учит абсолютно какому-то очень многому. Прям, я не знаю, это такая вещь мощная. Я прям очень много для себя открыл. Не бойтесь. Главное, не бойтесь. Это столб, на котором зиждется, стоит весь вот этот вот ваш скилл, короче. Так. Я работаю журналистом на крупном игровом проекте по GTA в отечественном сеттинге. У нас обязательно условие работать в блендере. Это основной софт, который очень подходит для текущего проекта. Так что, когда говорят, что нужно знать 3D Max или 3D Maya, это полная туфта. Я эти софты не знаю слов совсем, но работаю по играм более 6 лет. Да, как знаете, как ни назови арбуз, он арбузом и останется. Софт — это всего лишь посредник, это инструмент, это оболочка. Да, софт может быть ужасно неудобным, стрёмным, корявым, и ты в нем не работаешь, а по сути страдаешь. Вместо того, чтобы как бы быть продуктивным и соответствовать общему темпу рабочему, ты наоборот только на дно всех тянешь, делая в каком-нибудь там архаичном софте, вышедшем в 2002 году и с тех пор не обновляющемся, да, Soft Image, например. Blender — это какой-то более улучшенный подход к уже давно известному, избитому. То есть почему бы нет? Он экономит время, он удобный, ну, я говорю за себя. И я проходил все эти Lightwave, Soft Image, Cinema 4D, ZBrush, и в Maya, и в 3D Max. Ну, короче, я полный круг совершил. И я вот здесь. Просто это идеальное место. Это Blender мой дом. Я пришел к какому экологическому абсолюту какому-то в 3D, знаете. Я жизни без него не представляю. Он такой удобный. Я как будто родился в блендере. Здесь все таким родным ощущается теперь. То есть это софт мечты. Кто знает, тот знает. Кто проходил вот эти кидания моделей с одного пакета на другой. Еще там что-то импортируешь, вставляешь, оно ломается. Ты мучаешься. То нормали выскакивают в майке какой-нибудь. Ну, производственный такой. Между цехами, блин, изделия ходят. И меня это, честно говоря, очень сильно вымогает. Раздражает. Мне легче, чтобы все здесь было. Вот. Все сразу, все под рукой. Может, это такой, как каприз, что ли. Так, сейчас. У меня там синий свет есть. Мне нравится этот синий свет. Так. Всем привет. Can you please speak English if possible? I'm not native speaker, and my pronunciation not flawless. You can. It's also difficult to me speak on English language. I can make mistakes. So please try to speak in English if possible. Holy Jesus, how did you make this, bro? Oh, it's large amount of time on this project. With the same question, I started Blender some time ago, and this is like seeing a particle accelerate. Blender has no limit. There is all that I want to say. Just have no limit. It's как сказать? Скажите мне это слово бесконечный. Что у меня какой-то романтический вечер здесь. Сейчас. Нам надо что-то пожестче. Не-не-не. Я сейчас не настроен такую музыку слушать. Сейчас мы поставим. О, Кванбин. Сейчас. Has no limit, endless possibilities. Yes, Blender has limit, but that limit in our imagination, you know. As you see, you can как это сказать? Overcome that limits. Just don't scare.
limits in our brains, you know. Так, сейчас. Limit or power of your PC. There is also true. You need, as minimum, a good PC setup because it's a requirements. If you make a 3D graphic, it's necessary for you to have a powerful PC. It's main goal for that. Как это говорится? Сейчас. Блин, как же я страглю вообще на английском говорить, вы не представляете. Вот, кстати, хорошее подспорье для того, чтобы improvement my knowledge in English language. Sorry for my English, as I said before, because I'm not native speaker. I just trying to improve. Так, сейчас я прочитаю. I'm actually an animator learning rigging. Rigging is a really difficult side of 3D graphic. I'm just, как сказать, по касательной иду, знаете, с риггингом. Так, сейчас. Меня за это не забанят, скажите, пожалуйста. За обнаженочку такую. У нас ботинки есть, все, не забанят. Мы в обуви. Это уже хорошо. Мы одетые. Так, сейчас. Soft Image, помним, скорбим. Почему-то тот софт, вот этот CI Soft Image, он какой-то до сих пор вроде как используется. У меня мечта была вообще после 3D Max пересесть на Soft Image, потому что Half-Life 2 был сделан в Soft Image. Замоделен, заанимирован и все. Я почему-то думал, что если я найду Soft Image, я сделаю Half-Life 2 игру. Вообще, я уже говорил, мое приключение, мое путешествие в мир 3D-графики было спровоцировано именно Half-Life 2 игрой. Я хотел создать такую же игру. Мне нужен был инструмент, позволяющий мне снова не то чтобы вернуться во вселенную Half-Life, а создать что-то подобное. Мне нужен был эта атмосфера невероятная Half-Life 2, какая-то abandon, заброшенность, постапокалипсис. Я не знаю, мне почему-то очень сильно нравится это. Я романтизирую такое вот. Мир какой-то людей, которые они выживают, они как-то пытаются, в этом что-то есть. Это до сих пор меня держит, и все мои какие-то концепции, игровые, там, синематики, чтобы сделать что-то, хочется достать это из головы. Я всегда чувствую этого ребенка в голове, который и пришел в 3D, чтобы он еще держит мышку и держит клавиатуру, когда я в первый раз сел за 3D Max, и он не уйдет. Эта дверь не закроется, пока я что-то не сделаю. Хотя бы в этом направлении. Я скачал Soft Image, я установил, открыл, я ничего не понял, почему я не могу создать Half-Life 2 в нем. И сейчас я понимаю, что это был всего лишь софт. Это был всего лишь молоток. А гвозди сами собой не забиваются. Как мы смотрели прошлый подкаст, там хорошо сказал парень, то что молоток у меня есть, но это не значит, что я строитель. Тогда я этого еще не понимал. И этот грубый импульс, грубый посыл, что я непременно что-то сделаю. Я свое получу. И он как бы сработал. Знаете, это бессознательное движение было. Но оно какой-то свой результат все-таки дает. Главное идти, главное вот эта консистентность. Нужно продолжать и продолжать. И подкачивать себя, подкидывать эти дрова в топку в себя. И не дать этому угаснуть.
потому что он непременно будет переживать какие-то спады, и ты смотришь на это 3D и думаешь, господи, что это за хрень, чем я занимаюсь, что это такое вообще? До пика, где ты клянешься блендеру в любви, понимаете? И этот ребенок напоминает себе как Муфаса напоминал Симби. Всегда помни о том, кто ты. Каков твой мотив занятием 3D, понимаете? Помимо коммерческого интереса, да, зарабатывания денег. Thanks, man, what you doing in Blender? Давай, да, ткнись друг друга. А что ты сейчас делаешь? Настраиваешь шейдеры? Короче, у меня здесь целый план, что я хочу сделать. Сейчас я пройдусь. Сейчас поясню. Короче, надо ресницы, надо добавить украшения, надо подправить кое-какие шейпы, шея. Сейчас попутно буду делать, я буду объяснять. Тут работы много, понимаете? И я одну вещь заметил, что когда я хожу каждый новый стрим, я возвращаюсь после них к модели, посмотреть там в свободное время, я понимаю, что, казалось бы, в моменте я уже такой, нормально, ништяк. Но потом еще вижу, что есть над чем работать, что нужно добавлять, что нужно еще очень, по моим меркам, по моей системе координат, еще там много чего надо улучшать, короче. Это вот такой итерация за итерацией, понимаете? Я всегда думал, а что заморачиваться так? Вот это вот то, что вы видите, это, допустим, продукт заморачивания. Заморочился Азамат, получилось вот так. Видимо, все-таки заморочки в каких-то моментах дают свой результат. It's like Swiss knife. Лимит, да, блендер навсегда, я его юзаю лет 5, удобнее проги не видел. А между прочим, пришел к нему после скетчапа. Скетчап очень похож на блендер, потому и изучил его налегке. Но блендер намного продвинутее. Да, абсолютно. I'm leaving for now, but still the best and skills are on another level. Thank you. Sorry, I can speak flawless. And I can't, как сказать, can't help you in because of this. Because of lack of knowledge in English language. При этом у меня вопрос, как ты думаешь, сейчас можно вкатить в мир 3D, когда есть нейросети? Можно ли хорошо зарабатывать? I'm curious why recruiting Sydney Sweeney. I hope it's not movie for adults. No, я вам сейчас объясню. Боже, почему я английским так хорошо не занимался, как следовало бы? Сейчас я прям чувствую, у меня обезьянка в голове в две тарелки бьет металлические. Так себе ответим. Да, Булгаров в КСИ до сих пор пилят для души. Еще пару матерых ребят типа Паркинг, Гог. Да, вот скорее всего, возможно, знаете, Soft Image, он как крокодил. Знаете, вот динозавры уже успели исчезнуть с лица земли, остались там курицы только и голуби. Предки и потомки динозавров. А вот аллигаторы, крокодилы и вся прочая вот эта вот рептилоидная живность, она еще в таком виде существовала еще во времена динозавров. Оно пришло к абсолютной форме, идеальной форме с точки зрения эволюции, уже даже эволюционировать дальше не надо. Все абсолютно, все, что нужно, есть. Нет смысла как-то отращивать там еще что-то. Клыки, там рога, я не знаю. Крокодил — абсолютно универсальное существо. Вот он сколько там, 3 миллиона лет уже так и существует, грубо говоря. И Сяй, возможно, просто в моменте таким и был. Еще с самого начала. Супер оптимальный софт. Все в нем, все на месте, все удобно. Типа, куда еще, что там добавлять, улучшать. Поэтому, видимо, он в каком-то в таком ключе. Я уже давно в него не заходил, наверное, лет 15. Но я думаю, он
раз им пользуются такие мастодонты, гиганты индустрии, то он явно нормальный. То есть, конечно, что кто-то принципиально блендер, например, не юзает, типа фу-фу, бе-бе. Но как будто бы, знаете, современная жизнь обязывает человека непременно переходить на что-то новое. Периодически. Адаптироваться. Эволюционировать. Так, ну-ка сейчас. Угу. Сейчас я все отвечу насчет вопроса. Хочу, как Кейн Парсон, создать свой мир с интересным сюжетом, чтобы киностудия инвестировала, создала фильм по нему, как было у Кейна с Бэкрумсом. Бэкрумс — это вот этот, если не ошибаюсь, челик, который создал вот этот гигачат, желтая комната, да, типа обратная сторона реальности, там ходишь, как бы на тебя гигачат выбегает. Ну, я такой прикол видел, типа в блендере чувак сделал там 5 миллионов просмотров или 15. И что это, у него там выкупили права или, я не знаю, идейный вдохновитель, в итоге сняли целый фильм, да, по нему? Всем нихао, приветствую. Скажи, пожалуйста, а как ты доф в Вьюпорте сделал? Не через камеру? Да, ресницы там, видите, все торчит, все нужно вот это в порядок приводить. Так, как много комментариев, ребята. Скажите, пожалуйста, так, доф у нас во Вьюпорте, короче, камера залочена, отдельно настроена камера, вот она называется фокус. Я кручу, верчу, и на самом деле, по-хорошему, доф нужно во Вьюпорте поднастроить, чтобы он не тормозил. Здесь можно его чуть-чуть кастрировать, чтобы он не грузил видяху и более-менее так же выглядел, да? Как выглядит такой фейковый дептофил. И при этом не грузил, не забирал буфер. Как бы минимум потерь качества, но хорошее как бы визуальное представление имеем и понимаем, что нам нужно. Так, ну вот, короче, у нас есть тело. У нас есть базовый риг. Сейчас оно не вращается. Сейчас посмотрим. Это все не для адалта, не для каких-то этих. Здесь надо подправить веса у рига, потому что оно крайне убого выглядит на изломах. Вы поняли, да? Ну, руки так не гнутся, понятно. Просто я сделал, чтобы было. Я по своей природе не аниматор, не риггер. Я просто как бы учусь, как говорится. Я не волшебник, я еще учусь. Я везде применяю вот этот свой дикарский метод. Типа нахрапом возьмем, брутфорсом. Типа у меня получится чисто методом перебора. Буду делать, пока чисто мое наитие, мой какой-то внутренний, я не знаю, контроль качества не скажет: отлично. И попутно я еще чему-то полезному научусь. В общем, это предвариловка, скажем так, к тому, чтобы, наверное, трансфернуть вот эту всю канитель на MetaHuman, наверное. И там уже в Unreal можно будет ее погонять. Будет она вот так вот в бикини бегать. Так, что там еще пишете? Насчет, вот, знаете, насчет мир 3D, когда есть нейросети, можно ли хорошо зарабатывать? Я уже много раз говорил, что для карьеры в 3D нужно было заходить, наверное, очень-очень давно. Сейчас не то чтобы не время заходить, но мне кажется, дело даже не в нейронках. Сейчас в целом происходят какие-то очень странные тенденции с миром, допустим, VFX, да, там, с игровыми студиями, у них там лай-оффы, они увольняют, упраздняют какие-то отделы. Очень нестабильная ситуация, в целом непонятно, что происходит. Очень сильно поднялась пыль, очень вот туман. Дальше там 10 метров не видно, непонятно, но в целом как бы вывод можно сделать, что новичкам очень тяжело сейчас. От нейронок
проигрывают новички, но выигрывают бывалые старики. Те, кто очень давно уже в индустрии, э, прошедшие большой путь уже, столько итераций, столько проектов, и ты уже знаешь, с чем ты имеешь дело, что 3D — это не просто розовый пони какой-то во вьюпорте, да, в блендере, или пончик с посыпкой, а именно рутина, что здесь ты как бы решаешь проблемы. Ты не творчеством занимаешься в классическом понимании. От него здесь всего 80%, ой, 20%, остальное 80% — это техническая дрочка, скажем так. Ты решаешь проблемы. 3D часто вот идет бок о бок именно с проблемами. Я бы так сказал, что это и есть, по сути, решение проблем. Ты должен мыслить алгоритмом. У тебя должно быть несколько подходов для того, чтобы у тебя там риг застрял, а тебе проект надо вчера сдавать. Там тебя уже трезвонят, орут, давай, что там, когда. И у тебя как минимум в запасе есть несколько вариков, как это сделать. У новичка, у которого не обкатывался вот этот стресс, у него нет паттернов работы в таких условиях. А они именно сейчас ценятся и оплачиваются. То, что ты как бы свое дело знаешь, и ты хорош в том, что ты делаешь, и у новичков такой роскоши нет. Им негде просто набивать базу. Нет ринга теперь. А если раньше, когда, в принципе, площадка, непаханное поле было, ты заходишь, и там джуном можно было уже нормально себя чувствовать, даже джуном. Сейчас нужно, во-первых, как бы направление выбрать грамотное, которое со временем не упразднится, не автоматизируется. И как бы очень сильно впахивать, в конкурентном быть, потому что ArtStation, например, да, если на ArtStation зайдешь, это лучший учитель. Он тебя скромности научит и покажет, как надо работать. То есть, глядя на лучших, учишься у лучших и понимаешь, какой сейчас уровень, что нужно, чтобы быть конкурентным и представлять из себя что-то. То есть надо что-то делать. И новичкам очень тяжело это. Это однозначно. То есть даже всегда было, черт подери. Просто появились нейронки, и они скорее вот как неживой конкурент появились. Еще одна конкурирующая с тобой какая-то хрень возникла. И она еще больше подгоняет вилами в жопу, что ты как бы на сковородке начинаешь себя чувствовать. Поэтому, наверное, как бы, знаете, говорят, менее стрессовую надо нишу выбирать. Поэтому очень часто сопутствует выгорание. Это не творческий процесс, это такой большой конвейер, высасывающий как бы силы, действительно. Иначе за это бы не платили. А много надо ресурса отдавать в это дело. Поэтому, не знаю, я бы как бы на себя ответственность не брал, говорить, что делать. Но вот мои мысли, что да, тяжело. Тяжело определенно. Но можно, конечно, если какое-то ускоренное созревание будет, именно быстро, предрасположенность есть, талант есть, навыки есть. Быстро на лету схватываешь, пару курсов посмотрел, там можно за год уже стать как бы, что ты себя представляешь. Потому что сейчас вся информация вот за вот эти 20 лет, 3D, в принципе, он уже сформировался, workflow, как его сейчас практикуется в студиях, там, в продакшене. Он уже умещается там в один архив или одну YouTube какую-то там, не знаю, лекцию о том, как сейчас работают. Если раньше нам приходилось по кусочкам собирать всю эту тему, а сейчас это все очень компактно категоризировано, каталогизировано. Это все можно, короче, быстро схватить. Если есть предрасположенность и, конечно же, желание этим заниматься. Пока что это я вот, что я на этот счет думаю. Так, сейчас я прочитаю. Ребят, у меня ментальный конвейер мыслительный. Очень я не был готов к такому объему информации.
Good luck on it. Так. Ты сам ретопологию сделал? Выглядит качественно. Нет, ретопологии я не делал, потому что здесь уже это все заретопологизировано, короче. Я же говорю, я типа собираю модель, я посмотрю, как она будет работать, как оно будет все себя чувствовать, а потом уже можно как бы это наворачивать и приходить к этому как-то подход использовать нормальный. У меня все такое один, знаете, большой как бы эксперимент. А давай посмотрим, типа, как это будет работать. И когда я смотрю, оно работает нормально. А там уже... Меня вот спросили в комментариях, типа, а как вот эту вот модель вытащить, да, и устроить ее в движочек, там, в Unreal какой-то. Я сказал, да, что сразу надо на метахьюмановском меше это все делать. Если вот эти пайплайны рабочие, как в лендере метахьюмана кастомно скульптить по нему поверх, чтобы потом эту модель заюзать, короче, в движке. Типа это самый такой правильный workflow. У меня чисто блендер ради блендера. Я как бы себе стресс-тест устроил, смогу я типа в блендере собрать модель. Понимаете? И поэтому оно вот как оно получается, так оно получается. Я исследую, потому что я так далеко еще не заходил. Да, я до движка все мечтаю добраться, чтобы своей моделью побегать. Это будет один из тех пунктов, удовлетворить потребности ребенка, который где-то в моей памяти далеко-далеко сел за 3D Max, чтобы создать Half-Life игру, да, прототип, скажем так. Просто создать свой мир, в котором будет свой персонаж. Это вот я к этому потихонечку как бы иду, и я уже колоссальную проделал работу, вы не поверите. То есть то, что вот я все это делаю, это уже для меня огромный шаг. Я так много прошел, и, видимо, это так и действительно сработало, что, получая некую ответственность в виде вас, как наблюдателей, зрителя, такую подотчетность испытываю, что, ребята, я делаю, я там двигаюсь. И это мотивирует, действительно. Ты как бы не отлыниваешь. Так, сейчас я соберу. Ой. Я имею в виду, что интересно. Есть сюжет, то как минимум комикс сделал с помощью это элементарно. Я имею в виду свой интересный лично придумал все. Я тоже понимаю, что когда вот это чисто на стадии планирования, фантазирования, свой мир, это вообще прям кажется, я сам по себе сужу, сладко-гладко, но когда к реализации приступаешь, понимаешь, что оно там разваливается очень быстро, что это большая концептуальная работа, и как-то правильно нужно свой навык так подставить, чтобы он пригодился, был использован правильно, употреблен, а не, я не знаю, как бы вам сказать, по кругу ходишь какой-то, занимаешься херней просто. Легче действительно там зайти в нейронку, сгенерировать что-то, набросать и удовлетвориться этим. Но я не могу до сих пор понять, объяснить, почему вот это именно жажда какая-то мир там создать, именно создать в 3D, не нейронками. Что, к этому как-то надо еще подобраться, прийти, и как бы я буду озвучивать попутно, что я чувствую в этом процессе. Материал глины выклинчить. Материал глины там вообще по-хорошему из глины и палок собран. Просто текстура в Гугле можно зайти в там Gemini каком-нибудь, сгенерить, короче, эту текстуру, нормальную карту просто глины. Обычную карту глины и прямо ее в блендер кидать и через трипланар ноду, чтобы она просто тайлилась бесконечно. Обычные шероховатости, неровности, такой imperfection, короче. И будет она как бы со своей функцией справляться спокойно. То есть креативно так можно подойти к ним. Даже вот в Pinterest какой-нибудь нормальная карта скомканной бумаги. Ее накладываешь в слот Normal Map, трипланарные ноды, и все, материал глины готов.
Это просто, реально, я извиняюсь, из говна и палок собраны. Что было под рукой, короче. Это опять же о том, как у меня работает вся вот мой подход, да. Я просто на ходу что-то вот. Из-за того, что у меня есть какая-то опциональность в голове, я там всегда говорю, почему инструмент не важен, а важно то, что у тебя в голове подход, алгоритм. То, что ты можешь в любом софте сделать, допустим, рожок мороженого. Ты садишься за блендер, ты сделаешь там рожок мороженого в 3D Max, но ты можешь сделать это буквально несколькими способами. Если ты новичок, ты можешь просто сделать по тутору. У тебя нет этой опциональности, у тебя не развиты в голове вот так нейромаршруты, а что можно было вот так? Да, блядь. То есть на 180 градусов тебя поворачивает, и ты такой, блин, просто у новичка еще нет этого мышления прикладного. И он должен пройти дебри, чтобы натурально обучиться, естественно, опыт получить. И по роду моей деятельности за такое время, что я работаю, у меня таких задач было очень много, и там нужно было сидеть, чесать репу, а как я это сделаю? У меня и со скульптингом, и с интерьерами я работал, и с визуальными эффектами, и в кино, и с симуляциями. У меня всегда моя любимая фраза была: и как, блядь, по-вашему, я должен это сделать? Я брал задачу, уходил и делал ее. Вот, варил в голове котелок. И вот это бесценно. Ты этот опыт нигде не купишь, короче. К сожалению. К сожалению. Я вот, честно говоря, не знаю, что людям посоветовать в этом плане, где этот Battlefield, это поле битвы получить, где они могут закаляться сталь, где они могут ломать голову над задачками. Нейронки — это, конечно же, хорошо все, но у них это просто языковая модель, обученная на вот это стак, как он называется, overflow, вот этот вот ресурс, где там ask question, ты спрашиваешь, как мне сделать бублик, тебе они там отвечают: возьми торус там и так, и так. И просто нейронки, обученные на вот этой базе данных пользователей. И она как бы может и как бы неправильно тебе подсказать. Неверную методику вообще workflow. Кто знает, тот знает. Она иной раз такие лепит вещи, типа кнопки какие-то придумывает. Нажмите вот там, зайдите, там есть. Нету там этой кнопки. Я думал, они это полечили, но оно до сих пор языковые модели страдают выдумыванием несуществующего функционала в блендере. Так, вы знаете, у меня сейчас интересно такое ощущение. Раньше я могу... Один мне комментарий, два напишут в чате, я на них отвечаю, и дальше что-то делаю. А сейчас так много комментариев, я каждому хочу ответить, и я так... Конвейер мысленный мой там варит. Олег. Это все еще из-за текстуры на блендере или тут сканы? Так, это скан, голова. Здесь текстура — это все со сканов. И текстура мейкапа поверх, оверлеем, она вручную нарисована. Ну, как женщины как бы традиционно себе мейкапом визажисты рисуют женщинам новое лицо, да? Поэтому я вот, скажем так, нарисовал Сидни Суини, потому что, я еще раз говорю, женские персонажи — это не брутальные мужики, которые моистурайзером не пользуются там или увлажнением, это одно и то же. Просто вот родился, водой сполоснул лицо, условно говоря, полотенцем вытер. У женщины же, конечно, там и консилер, база, фундейшн, это, то есть... Боже, я не разбираюсь, но вы понимаете. Сейчас я вам покажу один момент, как это работает. То есть они делают тонировку лица, основу, на которой потом наносятся слои косметики. Вот почему важно смотреть рефы там, где по минимуму просто хоть какой-то боевая раскраска на лице. Естественные, красивые лица. Ну, как бы и с мейкапом красивые. Просто я к тому, что нет
сглаживающих, каких-то отвлекающих субстанций на лице, которые могут неровности выравнивать, перепады какие-то. Они просто, шпатлевку на стену, неровности стен, как их выравнивают? Да, шпатлевку, я не знаю, там другое слово для этого, но вы поняли. Кривая стена, ты замазал, у тебя ровная стена. И можно не увидеть просто структуру лица, если у тебя такой реф есть, это прекрасно. Понятное дело, что чем больше у тебя рефов, тем больше у тебя информации. Вот представь, ты нейронка, ты скульптящая нейронка. И чем больше у тебя angles, углов, тем лучше ты увидишь, почему лицо Сидни Суини — это лицо Сидни Суини. И еще вот аспект текстура, да, почему важно? Мало одной только нормальной текстуры, которая идет в комплекте с этим фрисканом. Да, потому что здесь, если вы присмотритесь, у нее есть неровности на лице. Такая некая бугристость. Прыщики мелкие, такие, шум, да, такой. И даже вот эта вот мелочь, считайте, что это моя персональная заморочка. Я как Крис Коста расставляю каждую пору альфой в ZBrush. Такая гиперфиксация. Я люблю такие вещи. Это есть процесс, во время которого я мыслительно отдыхаю. То есть расставляю что-то, мелочевкой занимаюсь. Это вот лично для меня работает, и поэтому то, что одним кажется, зачем это делать, я делаю, потому что со мной это работает, я отдыхаю в этом. И заодно я также вижу, что это очень такие супер мелочи, которые даже они могут иной раз добавить живости какой-то. Даже вот здесь кажется, что сплошное затоналенное лицо, но если присмотреться, тут еще JPEG пожатый, конечно, сразу видно, что тоже здесь присутствует. Какая-то сыпь там, не знаю, прыщик, родинка, короче. Оно все очень важно. Это ансамбль деталей. Это одна большая гармония. И поэтому просто текстура нормальная, скачанная с интернета, она не будет работать, потому что есть вещи, которые все равно поверх надо чуть-чуть добавить. Щепоточку такую насыпать, и оно заработает, оно включается. Боже, что случилось? Даже вот сейчас у меня здесь гладкое лицо. Вроде здесь есть все. Сейчас контрастик чуть откручу. Сейчас мы это будем наносить, короче, эти шероховатости, неровности. Так, я еще раз посмотрю. Ау! А ты всматривался в Тошины глаза? А что с ними? Мне кажется, по сравнению с Жулиными у него зрачки белеют оба. Разберемся с этим. Не волнуйся. Так, незачем уже... Сейчас я почитаю. Незачем уже изучать ресурсы Half и Trinity в актуальных пайплайнах. Я не прочитал. Давай закину тебе ресурсы Half-Life 2, оригинальный ресурс, который будешь ковырять, изучать. Да, кстати, это чисто как для... Как предки наши работали, посмотреть. Как это называется? Реверсивный инжиниринг. Типа ты разбираешь в обратном направлении программу, игру и смотришь, как она была собрана. Типа Half-Life вот, reassemblишь, disassemble делаешь, чтобы посмотреть, что там внутри, как оно. Но меня, скорее всего, знаете, не технический аспект всегда привлекал. Единственное, что мне хотелось, чтобы рэгдолл был в игре моей. Потому что мне, дико нравится рэгдолл. Это непредсказуемое падение тел там. Как-то вот я дико фанился за это. Мне нравилось, что в движке Source Half-Life была, по-моему, первая игра, которую я поиграл, и в ней был рэгдолл. Я просто писался от восторга. Физические симуляции — это один из импульсов, который меня заставил вообще... 3D-шку ковырять. Я хотел найти способ, как мне движок запустить, чтобы в нем можно было просто побросать врагов, знаете. Что-то их там раскидать, чтобы они вот это... Один в яму упал, второй полетел. Там. Это вот этот детский энтузиазм, этот креатив, подход детский. Ты просто радуешься. Ты не смотришь там, не ищешь. Ты не пытаешься. Ты как бы чистым удовольствием руководствуешься. Ты хочешь пофаниться, ты хочешь поиграть. И вот эту вот нить, вот эту тяжело нащупать, но ее важно держать. Мотивация. Что ты как бы приходишь... Вот кто игры делает, типа... Как это один из главных тезисов? Ты должен делать игру, которую ты сам... нет, подождите.
автор Stardew Valley игру, да, по-моему, который миллионер там, очень богатый человек же сделал эту игру. Он сказал, я просто хотел сделать игру, которую мы будем с моей девушкой играть. Или он, по-моему, для девушки ее делал. Ему особо не нравилось то, что на рынке уже было. Он решил, типа, как говорил Бендер из Футурамы, у меня будет свой лунопарк с блэкджеком и путанами. И типа вот это и есть... Да, спасибо. Это и есть, короче, вот именно ветер в паруса, который нужно всегда, чтобы он... Напоминание какое-то было, чего ты хочешь, от того, что ты делаешь. Оно генерирует тебе удовольствие. Да, ну, как бы... Если нет, то это рутина, короче. Ебала, как мы любим говорить с Олегом. Так, сейчас я еще прочту. Понял, побежал пробовать, спасибо. Смотрю на твой персонаж, просто в шоке, что человеки так могут. Красотень, спасибо. Я вам сейчас как бы объясню, почему Сидни Суини и почему вообще женский персонаж. У меня уже есть Джаред Лето, но мне как бы хотелось женского персонажа. Надеюсь, вы готовы. Я вам сейчас поясню, чем я руководствуюсь, когда такое делаю. Так, сейчас я еще раз отвечу вам, потому что я очень много... Гейронки не обучены, они просто распаковывают из базы картинок, запакованных в латентных шумах, фильтрами, апскейлят, как сублимированный пакетик супа. Нейронок действительно... Нейронки представляют угрозу действительно именно нижнему уровню скилла, потому что они как бы его могут заменить уже. Поэтому в этом плане они еще где-то вот там внизу топчутся, но потом стоит ожидать прогресса какого-то, а может быть уже просто вплата. Оно встанет и дальше этого уровня уже не прыгнет, не пойдет. Тоже возможно. Почему нет? Почему такая вера в то, что там непременно будет ништяк? У нейронки, чисто у нейронки ништяк не получится. Но в кооперации с человеком оно будет именно... Человек плюс нейронка получится отличный результат. То есть вмешательство человека и сделает то, что сделала нейронка, оно заведется и поедет. Поэтому как бы здесь нужен действительно человек. Без него она так и останется на каком-то посредственном уровне. Оно какую-то, наверное, рутину действительно на себя забирает сейчас, но оно все равно весь творческий процесс никак не нивелирует, короче. Для новичка лучше изучать актуальный ПЭП. Абсолютно. Не отрицаю заслуг Half в свое время, но если посмотреть с профточки зрения, там даже ПБАР нет. Да. Так, сейчас я прочитаю. Вообще не объективное суждение о том, что ресурсы Half-Life 2 не нужно изучать. Для новичка, который никогда свои игры с 3D-мирами не разрабатывал, проект Half-Life 2 будет хорошим подспорьем для понимания всей сути. У X-Coaster есть интересные разборы вообще Half-Life, какие механики там использовались и какие находки были от разрабов Half-Life именно в условиях ограниченных возможностей. Лимитации движков, лимитации оборудования у игроков. И они находили какие-то невероятные решения, супер оптимизированные, супер, тот момент, когда мозги работают на оптимизацию. И они находили невероятно удачные решения. В этом плане Half-Life представляет из себя просто артефакт. В нем реально очень много интересных вещей, которым стоит поучиться. Сейчас, видите, лимитации по оборудованию, как бы она немного в прошлом осталась. У людей уже более-менее нормальные карточки, там, процессоры. И так заебываться оптимизацией, якобы не надо, да? И разрабы обленились чуть-чуть. Можно там каких нанитов напихать или... Как это? Мем такой был, что вот это... У Попы леди Димитреску из Resident Evil, да? Полигонов больше, чем во всем Half-Life, короче. Там утрировано было. Там кто-то сабдивов накинул ей на 5-ю точку. Но как бы смысл понятен. Чтобы эти бугорки неровности выявить для себя,
можно изображение перевести в ЧБ-вариант, что, как правило, все это вылезает наружу. Можно также подблюрить изображение, чтобы глаз не утонул в детализации. Я так заметил, что ЧБ для меня работает только когда я в сермате работаю. Делаю модель именно вот этот, так самая глина, да? Если от тебя требует чисто шейдинг сермата, но поскольку у меня текстуры, с текстурами, короче, работа, да, я уже понимаю, что мне надо посмотреть, как себя ведет кожа, тональность, на свету там по-другому начинается. Я вот это явно начал понимать, что одно дело сермат. Если вы посмотрите, на ArtStation есть такие проекты, где люди показывают сермат у бюста, да, и он так хорошо работает, он так красив, там поры, все. Но когда они накидывают текстуру, получается что-то совсем не то. Вроде бы в сермате похоже, но с текстурой уже какая-то совсем другое лицо получается. Я тоже через это проходил, тоже этим страдал. Мне не мог понять, что не так, что не работает, что мне нужно делать. Это долгий был период, чтобы вот это вот градации эти все нащупать, эпидермис, эти субсерфейс кейтеринги, короче, производственный ад. Но в целом понимание пришло, я, наверное, как люблю говорить, отрастил себе мозг отдельный, который уже мне автоматом как бы где там, что там подкрутить надо, какой-нибудь saturation, я не знаю, и вроде уже похоже на то, что я задумал. Говорю, что на PBR свет клином не сошелся, а если нужен NPR? Ну-ка поясните, что такое NPR. Как Animotion заменят 3D? Говорю же, что не отрицаю заслуг Half-Life, но ни за что не посоветовал бы новичку сейчас лезть в сурс и ковырять те модели, тратить время. Пусть лучше в Unreal или Unity лезет и учит движок, который пригодится. Типа, есть такие люди, которые пишут движки с нуля. Я помню, на Reddit видел чувак, который декларирует, что ему ни один движок не нравится, они все какие-то не устраивают его, не удовлетворяют его потребности. Тогда он решается свой движок написать, и у него начинается просто кошмар. И они начинают типа об этом жалеть, что лучше бы я уже взял что-то готовое и не мучился, короче. То есть это такой вот намеренный, знаете, гири себе вешаешь на ноги, чисто принципиально. Что... Вот мне, кстати, по блендеру тому же часто говорят, что ты, блин, в блендере это делаешь. Рабочий пайплайн там можно взять каким-нибудь метахьюманом. Но опять же, я уже говорил, я делаю, потому что начинал вообще просто с куска глины, да, там, со сферы. Я так далеко еще не планировал заходить, поэтому я продолжаю исследование. То есть проект не несет какой-то коммерческой цели, я не делаю там ни для работы, ничего, я просто экспериментирую с блендером. Поэтому могу себе позволить поиграться, посмотреть варики. Ну, в конце там я нарисовал, да, что MetaHuman, скорее всего, в MetaHuman это все трансфернуть, потому что это наиболее логичный ход. Это наиболее закономерно в текущем состоянии 3D, как вообще пайплайны студийные работают, все на MetaHuman'ах. Ну, не все, но как будто бы сейчас все массово мигрируют на MetaHuman'ов. Он просто супер удобный. Что еще тебе надо, типа? Берите MetaHuman'ов, делайте кастомные бошки на модель базовую, и все уже там и риги прикручены, и все работает. И, как говорится, не еби мозги, типа, знаете. У нейронок с композицией проблемы. Я не говорю про числа Фибоначчи или золотые сечения. Она банально не может объект поверх объекта, который поверх другого объекта. Да, есть шмаски, но этого мало. Да, нейронка привирает очень сильно. Может налепить иногда таких бугорков, которые даже, я не знаю, радиоактивного мутанта не вылезут. Так, раньше с оптимизацией запарились, а сейчас 200 гигабайт говна закинуто, делайте, что хотите. 200 гигабайт говна, это Warzone был в свое время. В 2002 или 2001 играли... Ой, в 2001, это что, в 2022 году? Нет, в 2020 еще, доковидные времена. Мы играли в Warzone, я просто
у меня был шок от того, что там вышла обнова. И вот впервые в моей жизни я увидел игру, которая весит 200 гигабайт. Чего они туда засунули, что она там весила условно 120, а еще 80 гигов сверху. Я не знаю, я не мог поверить. Так пришли к тому, что все новые игры лагают на том железе. Да. Халфу имеет смысл ковырять, чтобы просто посмотреть, как что работает. NPR Non-Photorealistic. Cell-shading мультяшный с обводками вроде Guilty Gear или Borderlands. Да, классный. Я хотел такое прикрутить. Я уже говорил, типа, если мы не можем превзойти нейронки в реалистике, да, то есть все, здесь бита. Делай 3D, не делай, ты все равно за пределы вот этого зловещей долины не выйдешь. Типа смысла уже так изъебываться в реалистик нету, да? И можно как-то подшаманить, типа, намеренно пытаться сделать отличное от нейронки. Какие-то фильтры, какие-то визуальные решения, которые как раз-таки сделают контрверсию нейронки. То есть замыливший глаз, надоевший уже всем суперреализм с Майклом Джексоном, да, какой-нибудь, вот эти виральные видео, где знаменитости, ну, знаете, Сора, там, сейчас, что еще, Сиденс, генерят, короче, Джеки Чан и Брэд Питт дерутся. Она же ультрареалистичная. Типа, окей, мы пойдем по пути, там, какого-нибудь Валоранта, Аркейна. Оно же не претендует на суперреализм. Нет. Но зато оно несет свою какую-то функцию. Историю, рассказывает историю, визуальная. Визуал там вообще абсолютно вторичен. Наверное, знаете, приходишь к тому, что, опять же, визуал — это тоже своего рода инструмент, это посредник. Возьмите кукольный театр, пластилиновые, стоп-моушен анимации. Даже если он носок на руку одену и буду пуговицы пришью ему и сделаю, что он разговаривает. Это все концепция. Ты одеваешь идею в какой-то визуальный образ, стиль, подачу. Ты можешь от руки рисовать анимацию, да. Я, кстати, рисовал, у меня есть опыт именно рисовать. На узбек мультфильме мы рисовали мультик, я там 15 секунд нарисовал. И ты, когда ты сидишь, у тебя такая подставка с лампой, с оргстеклом над этой лампой. Ты туда нанизываешь перфорированные стопки бумаги и рисуешь, короче, по кадру вот этот весь стопку листов, вот ты так отгибаешь постоянно, так, пока у тебя там не начнет появляться движение, короче. Это же все тоже стили. Это все идеи, история, одетые в визуальную составляющую какую-то. Я поэтому смотрю на эти ролики бесчисленные, яичные, там, они несут какую-то свою смысловую нагрузку, они развлекательные, там, коты с гитарами, это все. Но как будто бы это маленький фрагмент, а большая история требует одной большой консистентности. Не просто во времени 1 час, нейронка тоже может час там какую-то историю шить, но как будто ее должно пронизывать еще что-то. Что-то абстрактное, что-то за кулисами, что-то, как, я не знаю, угарный газ, что ли. Ты его не видишь, ты его не чувствуешь, но он есть. Поэтому это то, что великие, гениальные вещи какие-то, фильмы, это не просто последовательность генерированная, нарисованная или сделанная картинок. Это как ожерелье, это как бусы, нанизанные на что-то, на эту веревочку. Все эти модели, все эти спецэффекты, они выполняют свою функцию. Они главное, как бы. А главное, какая история за этим стоит. Что она рассказывает, что она несет. Вышел ты под впечатлением после увиденного или не вышел. Поэтому я смотрю на вот, визуальные решения, они как бы могут как костыль временный работать, чтобы сопротивляться терминаторам и сделать отличное от них. Ну и даже так можно не заебываться, как бы. Так, смотрите. Я хотел пупырышки нарисовать. Блин, там еще что-то написали. Игры по 200 гигов из-за озвучек. Так, Mortal Kombat 50 гигов без роликов и озвучек. 100 с португальскими, бразильскими, немецкими дублями роликов. Да, я помню, можно было в Warzone отключать ненужные вот эти паки, потому что им на мозги накапали, типа, вы там, алло,
ебобо, что ли, типа. И они прикрутили галочки при установке, что не нужно вот эти паки действительно утилизировать. Как называется, где должность, где тип сидит, оптимизирует игру? Как называется, уже никто не помнит, потому что все эти должности остались до 2010 года где-то. Они все распустили отделы по оптимизации. Автотостер. Вы знаете, если спрашиваю уже, ну какой чай пьешь? О, так, у меня железная богиня милосердия. Светлый улун. В основном я пью пуэр, сягуань, шупуэр, шенпуэр, выдержанные шены, 10-летней, 15-летней давности. Но в последнее время она молодые шены потянула. Хочется какого-то термоядера, знаете, такого во рту. Поэтому я сейчас что-то посвежее беру. Честно говоря, от шена уже устал, потому что вот эта фруктовость вот эта, она уже мне приелась. Мне хочется чего-то еще. Я подсел на 3D в 2016 году, когда в ВУЗе начали изучать автокад и магму. Программа для симуляции жидкого металла. Работает только на сервере, стоит 100к в месяц. Это что-то из разряда, да, когда производят вот флюиды, как его, турбины, аэродинамику испытывают. Там тоже, да, какой-то специфичный софт. Даже вот для ЧПУ станков тоже свое, там, не Compass 3D, еще, ну, как он, выше эту программу озвучивали, не Sketchfab. Я забыл, как она называется. На S, ну, поняли, тоже SolidWorks, что ли. Так, что там за вопрос? Стример? Как называется должность? Я теоретизирую над оптимизацией. Я как бы рад бы ей позаниматься, но, блин. У тебя чайничек или гайвань? Я гайванью гонячий. Я исинский чайничек себе все высматриваю. Ну, я думаю, гайвань у меня справляется уже со всем этим. Катя солит. Инак стимулирую жидкий металл. Это этот же, который из Терминатора, блядь, Т-1000. Заебетесь его стимулировать. Хочу попробовать очень сильно что-то фруктовое. У меня хуанг, дача и лонг джин. Тоже какой-то пуэр и тигуань есть. Тигуань вообще очень хорошо освежает, очень хорошо разгоняет когнитивные способности. Но у меня почему-то input lag какой-то. Я выпиваю сегодня вечером. На следующий день у меня... Я могу видеть время, пространство. Я такой доктор Манхэттен становлюсь, знаете. Он сам в моменте вкусный, но последствия чая у меня догоняют на следующий день. А пуэр инстант дает. Прям вот эффекты. Выпьешь пуэр. У меня почему-то именно с шупуэра очень сильно... Прям вставляет так, что я могу... Вот я сейчас выпью в 10 вечера. Я могу уснуть в 10 утра только. Там 6 грамм выпью максимум. 5-6. И вот так он меня вставляет, что я... А шены именно... Я не чувствую прям какого-то супер такого эффекта бустящего. Ну, на часов 5-6 я чувствую активность, фокус. Я могу продуктивным быть. Потом он сдувается, короче. Я еще одну партию иду заваривать. Так. У меня есть пуэр в мандарине. Еще интересная тема, на самом деле. Да, кстати, мандарин я пробовал. Мне очень понравился этот вкус. Очень интересно. Я не повторял его, но мне он запомнился. Очень явно остался. Один раз вечером как раз пуэр в мандарине, не спал всю ночь. Да, с пуэром я рекомендую на голодный желудок не пить и на ночь тоже. Иначе вы просто как энерджайзер, кролик по кругу будете ходить. Если есть какая-то задача, вот прям срочняк, что-то нужно решить, ты собираешь консилиум в своей голове, так, ребята, я нажимаю красную кнопку. Ты выпиваешь, и потом за ночь рожаешь все, что от тебя требовалось. Такой очень сильный стимулятор, реально очень сильный. Надо очень осторожно этими темами. Чтобы понимать, как форму зальется, как будет проходить кристаллизация, пористость от состава, все очень отличается. Ты понимаешь, при какой температуре заливать и так далее.
100 тонн стали запороть очень дорого. Да, конечно, вы представляете, 100 тонн стали несопоставимо загубленные 100 тонн по сравнению со 100к там за софт. Это издержки абсолютно оправданы. Расскажи, почему тебя Half-Life 2 вселенная впечатлила? Может быть, тем, что близка по нашему менталитету? Может быть, атмосферой или историей? Может быть, из-за того, что дизайнер был русскоязычный челик Виктор? Потому что действительно вот это постсоветское пространство... Я, по-моему, в паблик кидал, не кидал в этом, в Телеграме. Я сейчас покажу. Меня очень сильно, по-хорошему, возбуждает, как выглядит вот Алекс, Half-Life Алекс вышел, который на VR. Там вообще какие-то сумасшедшие, абсолютно сумасшедшие environment, окружение. Оно такое вайбовое. Оно напоминает какую-то Прагу условную. Ну, или Питер там. Очень на питерск похоже. Этот антураж, эти дворики, эти скамеечки. И оно просто невероятно выглядит. Такой вайб, что просто Half-Life. Одно, знаете, моих воспоминаний именно о Half-Life 2 это вот эти многоэтажки. Девятиэтажки на горизонте. Какая-то обреченность, что ли? Я вот сейчас смотрю, у меня такая... Типа боксы, коробки вместо зданий просто... Сейчас я вам покажу. Chrome Stream. Half-Life 2. Так, сейчас. Shot Up Grab. Что, музыки вообще нет у меня, что ли? Скажите, пожалуйста, если музыка громкая. Я не знаю. Не перебивает. Так, Chrome. Вот это вот... особенно вот это Ravenhall. Не ходите в Ravenhall, по-моему, назывался уровень. Тоже очень сильно оставил во мне вот впечатление. Это такие места, по которым мне хотелось побродить. Это мир, которому задавал вопросы. На них не было явных ответов, и я не хотел расставаться с Half-Life. Знаете, я его прошел, мне было мало. Я хотел обратно, а он уже закончился. Тогда я, типа, сделаю сам свое. Вот такая была мотивация. Это игра моего детства. Это... Сейчас оно, конечно, совсем... Ну, Half-Life Алекс, это прям, оно... Кто играл, тот знает, это просто... Там такой environment сумасшедший. Такой ламповый, как маслом написанный. Осторожно, спойлеры. Вот эта локация классная. Ну, что-то, знаете, с вайбом Терминатора всегда в Half-Life было вот это сопротивление, то, что борется с чем-то. Надо, короче, Half-Life Алекс тоже это пройти. Так, сейчас я комменты прочту. Лучше кофе вставлять, честное слово. Рад, что есть такие ценители, как ты. Да, кофе можно с утра бахнуть. У меня уже из-за сердца... Ой, из-за кофе аритмия началась. Поэтому мне пришлось уйти от кофе. И я нашел чай. И, судя по всему, антиоксиданты в чае, они меня... Там такой соевовый кофеин в пойре. И он мне как бы... Я и получаю... Как это называется? Бодрость. И в то же время еще себя как бы подлечиваю, хилюсь им.
Вот нахваливают нейронки, а я за деньги 14 часов переделал за нейронкой, больше не буду за такое браться. Мне заказчик как-то принес сделанную им, сгенерированную им модель, и он сказал там, типа, можете чуть-чуть поднаворотить ее, и она уже как бы готовая. И он концепт приложил, по которому он ее сгенерировал, и что он в итоге хотел увидеть. И мне пришлось просто с нуля создавать все. И эта параша, которая была там нагенерена, это абсолютно, это оно даже как подсобка не годится. Это просто полное говно. Это я сейчас с ненавистью вспоминаю, потому что никакой практической выгоды от этого никто не получил по итогу. Может, он типа в смысле о том, что, ну вот, видишь, база же есть уже, типа в стоимость можно ее не включать, как бы. Это то же самое, что ты мне на салфетке нарисовал, что ты хочешь. Тоже же база, типа. Понимаете? Я вот с этим мышлением, конечно, что, ну вот, смотри, есть же 3D-модель, что там делать? Ну возьми, сделай. Ну, давай, покрути там, навороти так, чтобы оно соответствовало твоему концепту. Попробуй, типа. Говорю, проще с нуля это все делать. Ну, вообще, как бы лучше workflow, ты берешь модель, деребанишь ее на части. Из-за того, что оно все спаянное, смерженное, просто один кусок говна, я извиняюсь. И там уходит время только сепарейт делать, рук от туловища, ноги там от жопы. Ты просто ненужной хренью, блядь, занимаешь. То есть мы еще до нейронок имели дело с нейронками, фотограмметрия. Тебе скан дают, почисть скан, типа. То же самое хуйней же занимались. Понимаете? Чистильщик сканов и чистильщик после нейронки. Это как даже чистильщик унитазов какой-то получается. Ну, блин, вы же понимаете, что время проходит, и вот это отсеивание какое-то, утрясается оно все. И в целом контуры уровня нейронок очерчиваются. Как я уже говорил, она какую-то представляет из себя нишу, какую-то занимает, что-то она может делать, но это с большой натяжкой. Вы нигде не засунете это безобразие, выстроенное с хуньяном каким-нибудь. Ни в один пайплайн рабочий не засунете. Понимаете? Ну, по 3D-печать, конечно, они там уже самостоятельно двигаются. Теперь могут все сгенерить, что хотят. Их за это как бы нечего им сказать. Хотят генерить. Но часто очень сложно составные вещи нужен человек. Чтобы не быть голословным, мы уже проводили эксперимент на стриме, я вам показывал. Я загрузил вот эту вот фотографию, вот она. Сидни Суини. Ну, конечно, там небольшой читинг был, чтобы можно было ему профиль закинуть какой-нибудь. Вот здесь хороший профиль, да, демонстративный. И он бы на основе этой информации, еще 3/4, вот, да. В целом, ну, видно же, что у него такой выдающийся нос здесь. Вот. Как бы нейронка, она же там супер, у нее кластер из 500 тысяч видяшек, блядь, трудится одновременно, сжигает океан вместе с пингвинами и белыми медведями, чтобы, блин, он тебе сгенерировал что-то. Вот он же там алгоритм непогрешимый, с точностью до микроатома какого-то. Микрона он ебашит. А потом нам такой кал он там выдал. О, он еще любезно предложил затекстурить его. Ну, короче, понимаете, есть какой-то там сверхуровень, когда он туда не заберется просто. В силу того, что есть конъюнктура, человечность, человековость, которая неизбежно нужно ею приперчить вообще работу. Должен быть human touch. Да вот этой всей хрени, чтобы человек, как бы, знаете, как в Буратино какого-то Струганова вдохнул жизнь под конец. Последний колышек забил, и вот именно это будет... Этого Франкенштейна оживить надо. Нужно вмешательство. Его нужно вдохнуть в него жизнь. То есть отчеловечить как-то, блядь, поработать с этой. Оно же само-то не может себя фидбэчить, оно не понимает, что оно делает. Как оно вообще может понимать, что оно делает? Это даже не человек. Просто совокупность инструкций, да. Ну, языковая модель. Я, конечно, все понимаю насчет того, что там пророчат, там все, масштабы нейронок озвучиваются, что это что-то невероятное. Но в целом, ну, вы же сами пробуете, посмотрите.
какие-то вещи можно, да, использовать, но суперсложный левел, там оно еще ползет до него. Может и не залезет никогда. В ушах звенит звук лечения с Half-Life. Да, вот это. К сожалению, сюжет подкачал Half-Life 2. Мне первый больше нравился. В свое время там был вайб X-Files, правительство, которое вечно все скрывает из секретных экспериментов в застенках подземной лаборатории. Black Mesa, да, вы знаете, я вот весь такой Half-Life 2, а я первую-то толком не играл. Я вообще ее не играл, потому что когда я ехал на вот этой вагонетке в начале, монорельс вот этот, меня укачало, и я удалил игру. На этом моя эпопея с Half-Life 1 закончилась. Все. Не потянул я, короче. Мой вестибулярный аппарат, возможно, если бы я продолжил, может быть, я уже в другом месте был, вообще другими вещами занимался. В Half-Life такой вайб чувствую, что мир живой, настоящий, что ты его часть. Да, видимо, да. Потому что Half-Life на тот момент был чем-то очень свежим, неожиданным подход. Вот эта вода, которую они сделали на тот момент, она типа переработанный шейдер, который еще доселе не виданный. И вообще это был такой технологический, короче, прогресс во всех смыслах. Source вышел движок, черт подери. Нормалки там такие шикарные были. Я помню, у меня 5200 GeForce был, и оказывается, у меня не поддерживались инструкции процессором графическим, отвечающие за отрисовку нормалей. Я играл Counter-Strike Source, я еще помню, играл. У меня не было на больших пальцах вот этих нормальной карты, которые показывают складки на большом пальце, держащем гранату, например. У меня было какое-то на этой почве очень дикое разочарование. Я играю в какую-то кастрированную демо-версию. Я хотел на всю увидеть, короче, Half-Life. Движок Source, короче. Еще отражения же были там. Анизотропные какие-то фильтрации, они вот тоже вот инновационные было. Я очень дико комплексовал, мне не нравилось, что я не вижу во всей красе Half-Life. Возможно, именно момент произошел того, что это было на фоне всего, что я до этого играл. Так реалистично ощущалось, что... То есть сейчас я вижу, что эта графика такая себе, да. Именно для того времени это пик. И ты уже видишь ее несовершенство, ты видишь недостатки, но на тот момент, будучи ребенком, ты живой мир видишь. Ты живые стены, кирпичи, улицы, противник. Нету там, ты не мыслишь полигонами, ты не мыслишь текстурами, отрисовками. Ты просто запустил мир у себя на компьютере. У тебя есть портал, которым ты можешь взаимодействовать через мышь и клавиатуру. Ты просто переносишься. Ты понимаешь, вот эта первая фаза жизни, когда ты играешь в игры, ты не играешь в игры, ты живешь в мире, в котором играешь. World of Warcraft так это вообще был, я не знаю, эскапизм какого-то невообразимого левела. Мы там прогуливали занятия, чтобы в Вовчик поиграть. Потому что ты там, ты не вот в этой реальности какой-то, со всеми вот этими, со всей этой суетой, а ты в мире, прекрасном, цветущем, зеленом, восхитительном. Ты в другом месте. И воображение, оно испытывает какую-то, знаете, ядерный взрыв. Ты просто с открытым ртом. Вот это все, что я помню. Я понимаю, что это и была глубоко-глубоко засевшая концепция, что люди могут это создать. То есть раз другие люди смогли, то я тоже смогу. Но у меня был такой эгоизм, типа я сам. Я все сам, я не хочу на кого-то полагаться. Мне хватит сил. Понимаете, возможно, эта проекция с детства идет. И я вот... Это как бы... Почему я все в блендере делаю, это тоже отголоски вот это. Я хочу быть независимым. Вот как бодибилдер Дориан Йетс говорит, ему интервью хорошее очень, 3-кратный или 4-кратный мистер Олимпия, у него спрашивают, почему вы предпочли бодибилдинг? Он говорит, я имел опыт командных игр по жизни. И мне, черт подери, просто в какой-то момент осточертело то, что я рву жопу в командной игре, когда 9 остальных в моей команде просто лясы точат и ебланят, одним словом. Почему я должен быть настолько самоотверженным и вывозить на себе 9 тел, блядь, которые просто не хотят так же отдавать, проявлять такую же самодачу, как я? Какой мой подход?
Почему так? Поэтому я предпочел бодибилдинг, потому что это спорт одиночек. Не потому что ты замкнутый какой-то, асоциальный, а потому что этот спорт, в котором только все зависит только от тебя. Если ты облажался, это ты облажался. Ты не можешь разделить ответственность. Ты сам ее несешь. Это максимально честная концепция. Это тебе некого винить. Ты, значит, использовал неправильный подход. Это твоя ошибка. Ты не можешь никого вызвериться. И поэтому я предпочитаю, типа, этот спорт. Возможно, у меня вот именно была какая-то фиксация на том, что я хочу что-то сделать сам. Не хочу на кого-то полагаться. Мне не нужно делегирование каких-то вещей на кого-то. Это просто реально как бы классно, когда ты сам автономный, и тебе это по силам. Ты вывозишь это. И поэтому я, наверное, и до сих пор тащусь с этой темой. И сам все делаю в блендере там. Пытаюсь это все... Просто технологии сейчас позволяют все делать. Ты можешь сам полностью... Меня вдохновляют инди-разработчики игры, потому что они просто куют миры теперь сами. Такие же вдохновленные играми с 2000-х, просто они воплотили в реальность то, что хотели. Я еще там где-то плетусь, экспериментирую. Поэтому я по-белому им завидую. И тебе уже не нужен штат из 50 человек, которые там пишут только прыжок, блядь, персонажа. И так надо сделать, чтобы он всю твою игру не крашил, блядь, в моменте. Что ты в определенном месте прыгнул, и все, блядь, вылетает. Вы представляете, они же дисками распространялись игры раньше. Они уходили в золото, и у них не было возможности, опции патч первого дня пользователям раздать через интернет, через Steam какой-то. У тебя законченный монолитный продукт на диске был. Он был со всех концов, с каких ни подступись. Он идеален, он оптимизирован. Все ошибки, дебаг, там все сделано. Потому что они над ним работали. Сейчас, видите, в эпоху интернета мы разбалованы. Мы можем позволить себе... Ой, хотфикс, ребята. Могу еще один хотфикс через 2 дня, 3 дня. Ну, то есть какая-то поменялась концепция игростроения, короче, в целом. Ой. 100 тонн стали запороть очень дорого. До этого в СССР были технологии и прочие спецы без всяких симуляций. А 100к в месяц недорого. Симуляция сферического коня в вакууме. То, что делает один человек за 5 минут и без ошибок. Да, чувак, так тебя приятно слушать за работу. Сижай, мудрости, Half-Life, это то, что я искал. Спасибо. Спасибо, кто смотрит. Вы просто сегодня такой огромный объем даете мне как бы пищу для ума. Я как бы наметился такой план, надо его выполнять. Со всеми, и с вами поговорить тоже хочется. Ровно до того момента, когда что-то пойдет на. Хуйнанан 2. Да. Сингулярность И наверняка 3D-шку доведет до топового уровня. Сейчас, например, мы текстуры и концепты арт генерируем с помощью И. То есть, по сути, мы уже редко на проекте занимаемся текстурингом. Да, это скорее закономерное развитие. Вот, кстати, смотрите, сейчас мы посмотрим. Я нашел ролик. Сейчас он по пабликам гулял. Вот, смотрите. Вот 3D Scan Store, да, выпустили тул, короче, который мы загружаем, получается, картинку. Вот условно Сидни Суини. И он нам генерирует, короче, shape. То есть такой MetaHuman, вот этот Identity MetaHuman, да, когда ты загружаешь Base Mesh заскульпченный, поверх него натягиваешь MetaHuman. Вот, кстати, кто спрашивал, то, что я использую, это вот с 3D Scan Store. Это их фришные ассеты, просто Прометеев огонь, который они дали, спустили с небес людям. Может, просто кто-то, не может найти, тяжело найти. Не все знают, поэтому кто спрашивает, надеюсь, помогаю с этим. Короче, вот там у нас получается вот такой генератор. Закидываем туда картинку, и он overall shapes, base shapes генерирует, да, получается.
Морда лица по концепту. Если вы здесь посмотрите, тут у меня чат, да, в целом абсолютное как бы попадание. Потому что нейронки и прочее, я не знаю, как у них алгоритм, но он работает, наверное, по контурам, как бы Ctrl-Net, да, вот этот алгоритм. Очертания считываются, попадают, оно дает то, что от нее просят, но есть нюансы, мелочи, которые... Вот ноздри, допустим, здесь у него широко расставлены, а здесь суженные ноздри, понимаете? Просто эти видны мелочи, но в целом они, их подрихтовать, короче, за вот этим алгоритмом вообще как нефиг делать. Если ты уже портретист, персонажник, ты работаешь, это как совсем плевое дело. Это вот то, что нас ждет. Во всяком случае, то, что меня ждет. Я за всех не буду говорить. То есть, опять же, я получаю костыль, который генерит базу, с которой мне все равно придется потом иметь дело. Именно мануально подгонять что-то, подскульптивать, потому что есть концепты. Вот художник 2D-концептер рисует, он вносит нюансы взгляда, кончика губ, там условно на лице персонажа отражает какие-то аспекты его характера. И их нужно очень тонко передать, допустим. В данном случае нужен human-like, который работает, который, человек нужен, глаз человеческий, господи, который все эти нюансы фиксирует. То есть они обучили свой какой-то алгоритм на 7000 сканов. Эксклюзивные сканы, сделанные студией 3D Scan Store. Они все это отсканили, прогнали, и теперь у них получается под вот этот shape с фоточки все натягивается displacement автоматом, короче. Этот инструмент напрашивался просто сам собой. Но даже за ним все равно придется подчищать. Как бы, знаете, вот метахьюманы существуют, они с какого года появились? Но есть вот они, и чё? Исчезли 3D-шники? Нет. Наоборот, поверх этих ёбел теперь кастомный скульптит. Просто он стал подспорьем таким, с экономящим временем. Просто бейзмеш башка, в которой тебе надо соблюдать правильный плейсмент всех частей на лице, чтобы оно потом идентично попало в Unreal и работало. Там, не съехало ничего. Лупы там и все прочее. Посмотрим, что из этого получится. То есть убийца, короче, портретистов 3D-шных. Будем посмотреть. Я ничего не говорю, что это хуйня какая-то. Это важно, то, что вот сейчас они выпустили. Они видят спрос, они видят то, что это будет использоваться, покупаться. Иначе бы они этого не делали, не инвестировали это. Вот тоже, вот смотрите, хедшот, да, в MetaHuman ты тоже можешь расставлять эти шняги. Ну и чё? Там какой-то средний, усредненный какой-то получается портрет. Я вам уже говорил, я нейронками генерил концепты какие-то. Это Сидни Суини тоже, Зиндай я там делал. Нагенерил себе, типа, покажи мне ее лицо, профиль, 3/4. У тебя же вот в базе данных на Зиндай она обучена до жопы. Вообще нейронка. Ну что, а что она мне в профиле не покажет? Я там штук 10 их, наверное, скачал себе, в PureRef закинул, сижу их рассматриваю. Потом начинаю Зиндаю делать, когда уже непосредственно рефы рассматриваю вблизи, я понимаю, что нейронка вроде бы делают Зиндаю, но это не Зиндая, короче. Там какие-то вообще микро-нюансы. Вот это вот порки, вот эти мелкие складочки, морщиночки. Понимаете, без них оно не сработает как будто бы. Вот это вишенка на торте, которую нужно подцепить глазом, нужно уловить ее, потому что ты художник, там, портретист, я не знаю. Видимые тебе вещи ведут твоего рода деятельности. Человек, который на таком уровне, допустим, не делает, он просто не увидит разницы, скажет, ну, все похоже, а на самом деле нет.
То есть, допустим, если я хочу распечатать силиконовую какую-нибудь Сидни Суини, да, силиконовую Сидни Суини, господи, как звучит, форму в силиконе распечатать, допустим, метр на метр голова, чтобы была, потом покрасить его аэрокисточкой какой-нибудь, каждый волос в парик там вставить. Генерация, ну, какая бы она ни была, ее все нужно мануально, короче, до ума доводить. Вот такой момент настолько клоузап, что ты просто... Ну, восковая фигура, представьте, вот восковая фигура стоит. Она должна просто быть... Это должна быть Сидни Суини, условно. Ну, то есть не кто-то другой там, не что-то вообще какое-то изображение, а она. И вот здесь вот уже надо... Здесь алгоритм вряд ли справится. Какой бы он ни был охуенный, я извиняюсь. Везде, короче, надо работать руками. Ой. Я пробовал нейронкой кота сделать, вроде бы все круто, пока не начал править, потратил кучу времени, удалил нафиг. Легче с нуля слепить. Вот, в реальном времени люди фидбэчат о том, как пока идет интеграция, внедрение нейронок в процесс. Уже устоявшихся у людей. Вот, видите. Where did you find the rigged textured woman head used before the sculpt? You can find this model on 3D Scan Store in tab free models or free tutorials, something like this. Also on my Discord channel you can find the link. I attached it 1 month ago, I think. You can find it. 5200 GeForce была шляпа, я тоже в свое время на нее нарвался, хотел играть на все деньги, а у меня на ней даже Silent Hill 2 тормозил. Хуже, чем на 3DFX. Что такое? Что это? Что? Ты объяснишь? Подожди еще, я еще это... Ну, договориться надо. Подожди, пока не договаривайся. Ну, так Сейчас, подожди. ну, скажи. Я пытаюсь субтитры отключить. 3D-стоки, которые персонажи приносили $1000, скорее всего, загнутся. Ну, не знаю, насчет стоков с персонажками. Ну, какие-нибудь персональные заказы останутся. Какой-нибудь араб напишет, замодельте мне. Я помню, мне один араб написал, короче, скульптуру ему нужна была, его, статую его. Я ему сделал, ему так понравился, что он мне всю семью попросил замоделить. А семья у них там здоровая, короче. Я на нем нормально заработал. Ну, там рассыпался просто в комплиментах, нарадоваться не мог. У чувака просто стоит его статуя, короче, дома, чтобы вы понимали. Я в бане или как? ППВАФ нет, вы не в бане. Может, я сообщение прочитал. Просто не представляете объем. Я, короче, запустился, все план выставил, а мне так хочется с вами поболтать, вас так много. Когда-то было наподобие прога для генерации лиц FaceGen. Она до сих пор есть. И мне кажется, она была в этом еще Souls. Dark Souls, да, по-моему, называется? Самая первая. Там вот и морды были генерированы. С помощью ползунков. Не зря сеньор Риггер Метахьюмана получает 10к. Ничего себе. Для чего вам силиконовая Сидни с человеческий рост? Не, мне ни к чему. Я просто блендер-энтузиаст, который пытается делать Сидни Суини и просто... Да и то у меня, видите, залысина там на голове какая. Так, давайте я вам на фоне поставлю что-то. Вы прям... Спасибо вам. Я очень много обратной связи получаю. Для меня своего рода, знаете, как бы впервые такой огромный интерес. И мне хочется как бы оставаться продуктивным, результативным. Я, честно говоря, не понимаю, как стримеры, когда аудитория растет, могут что-то делать еще параллельно, говорить. Это довольно-таки... Мультизадачность, знаете, это роскошный вообще навык. Так, я интересное видео нашел.
Насчет смысла вообще занимания 3D, занятием 3D. Хорошие слова там прозвучали в этом видео. Я вам поставлю, чтобы оно на фоне шло. Так, я вот сейчас... Оно, по-моему, автоматически сейчас будет транскрибироваться. Сейчас. Субтитры. Хорошее видео. Вообще, называется оно многообещающе в плане, это убережет вас от того, чтобы уйти из 3D. Это очень смелое заявление. Здесь машинный перевод, поэтому не очень выразительный будет, но вы все поймете. Проблем, с которой сталкиваются 3D-художники, когда что-то идет не так, это разочарование, просто потому что Ой-ой-ой-ой. они не могут контролировать результат. Это особенно актуально для новичков или для тех, кто только осваивает новые навыки в 3D-графике. Один из способов справиться с этим – сосредоточиться на текущих задачах и повседневной работе, а не на результате. Например, если вы начинающий художник по персонажам, который плохо справляется со скульптурой, не стоит зацикливаться на том, что вы не так хороши, как художники, которых вы видите на ArtStation. Вместо этого, поставьте себе цель каждую неделю создавать скульптуру или модель нового персонажа, независимо от того, получится он или нет. Это один из самых важных сдвигов в мышлении, который я усвоил. Думаю, это поможет и вам, потому что такой подход работает на любом уровне и для любого навыка, который вы хотите освоить. Итак, первая проблема – это ловушка недостаточно быстрого получения результатов. Это одна из самых больших ловушек для начинающих 3D-художников. Но, честно говоря, почти каждый в какой-то момент в нее попадает. Вначале ожидаешь быстрого прогресса. Открываешь Blender или ZBrush, проходишь несколько Открываешь блендер. уроков и думаешь, окей, у меня Блендер. получилось. Но потом реальность берет свое. Модели выглядят как-то странно, а рендеры не соответствуют твоим представлениям. И вдруг кажется, что ты тратишь часы на работу, Рендеры. почти не видя никакого прогресса. Особенно, когда заходишь на сайты вроде ArtStation и видишь, как другие художники создают вещи, которые ты можешь только представить. И вот тут начинается ловушка. Дело в том, что обучение 3D-графики проходит по так называемой кривой обучения. Сначала прогресс очень медленный, затем он ускоряется, а потом снова замедляется, когда дело доходит до действительно сложных задач, по крайней мере, для тебя. Но когда ты находишься в этой медленной фазе, кажется, что ничего не происходит, как будто ты застрял. И тогда твой мозг начинает тебя обманывать. Ты начинаешь сравнивать себя с опытными художниками, которых можно найти в разных социальных сетях и на платформах, с художниками, которые занимаются этим 5-10 лет или даже больше. И по глупой причине начинающие художники забывают, что они все еще новички. И вот теперь ваши ожидания становятся совершенно нереалистичными. Вы думаете, я буду учиться 3 месяца, почему я до сих пор не достиг цели? И это разрыв между ожиданиями и реальностью. И это, честно говоря, убивает мотивацию, просто потому что большинство людей переоценивают свои возможности за несколько месяцев или год и недооценивают свои возможности за 10 лет, как говорится. А затем наступает опасная часть, когда вы начинаете сомневаться в себе. Вы можете подумать, может Сейчас, я извиняюсь, тут у меня, оказывается, сепарированный чат от... у меня еще, оказывается, Twitch-чат почему-то не отображается в основном этом в чате. Господи, ребята. Юрий Шуст. Все японские студии юзали SoftImage. Это еще, я так понял, датировано самым началом. Да? Даже если теория, что просил уровень японского арта в десятых в том, что убили SoftImage. По причине того. Я не знал, что японцы в SoftImage работали. И работают до сих пор, да. А по-моему, кстати, вышло обновление SoftImage какой-то 16 или 18 года, которое типа резнуло. Или та первоапрельская шутка была, по-моему. Так, Ронни Кристер, модератор, где ты? Где ты, когда нужен твой английский? Ко мне заходили люди, я не смог им нормально ответить на английском. Тебе надо было транскрибировать весь мой спич. Мой модератор speak flawless on English. Because she is native speaker. Almost native speaker. Так, Proxynite, приветствую. Нет, чего, голова скан, я думал, ты заскульптил.
скан, Base Mesh у нас скан со скана, а остальное я все скульптил. Нет, подождите. Я соскульптил это со сферы. Есть весь процесс. А потом я натянул на эту сферу скан, просто как подогнал и уже с готовыми текстурами, просто, вот как, знаете, в фильмах «Миссия невыполнима». Том Круз одевал маску человека, под которым надо было мимикрировать, да, просто натягивал на себя этот дабл. То же самое делаю, натягиваем на глину, короче, силиконовые изделия. Господи, что за... Что, ну, вы поняли, короче. Боже, я вообще... Мне надо настроить OBS. Вообще, знаете, я стримить, говорю, опять же, мы с Олегом начинали именно для того, чтобы... Вот я сказал, давай я буду стримить, чтобы мы свои проекты делали, короче. Была какая-то вот ответственность, я уже сказал вначале, ей придерживаться, а какие-то люди будут заходить, смотреть, и ты такой будешь придерживаться дисциплины. А у Олега на Twitch, он не мог зайти в Twitch, потому что у него там не приходила смс-аутентификация, короче, на почту. В итоге я ему сказал, слушай, давай я YouTube запущу стрим на YouTube. Ну, чтобы тебе удобно было смотреть, потому что он мог заходить в YouTube. И вот мы так, собственно, и делали это все. Ну, как, Олег в чат заходит, я там попутно что-то рассказываю и леплю там эту глину. И получается, что получается, знаете, я даже посмотрел старые видео, я большую часть времени просто сижу, делаю, а там периодически что-то говорю об услышанном, что-то свои какие-то мысли озвучиваю, понимаете? И я сейчас такой в новой какой-то фазе нахожусь и перевариваю это все, и я с таким прежде не сталкивался, вас действительно много, за что я вам очень признателен, за то, что вы какие теплые слова мне, я просто как бы, ну, в шоке. Я даже слов подобрать не могу, как мне приятно. Мало того, что я сидел, делал, я даже ОБС игнорировал, я там зайду, альтабнусь, посмотрю чат, отвечу как бы и дальше двигаюсь. А сейчас масштаб увеличился, и я пытаюсь сейчас выработать алгоритм, как мне со всем этим иметь дело, оставаться продуктивным, показывать результат, при этом взаимодействовать с вами. Это очень новый опыт для меня, экспириенс, который я в реальном времени переживаю, и самому мне интересно, как я буду в этом всем эволюционировать, что ли. Такое, знаете, слово масштабное. Поэтому спасибо всем причастным, спасибо всем, кто смотрит и кто потом посмотрит. Я вообще даже... оставляя записи какие-то, я даже вообще о них не думал. Я вам так скажу, это совершенно какое-то очень новое для меня чувство. Я вижу, как на мои мысли какой-то полугодичной давности люди рефлексируют. Я снова зашел и посмотрел, господи, тогда я вот был в такой стадии, у меня было такое вот ощущение, такие мысли. Это такой, знаете, монумент, памятник тебе же самому в каком-то времени. И ты можешь возвращаться в эти контрольные точки, чтобы сверить себя с тем, с собой, понять, чем ты думал, что ты хотел, какие твои мысли были. Не потому, что у меня каждую неделю меняется точка зрения или мысли, типа я настолько нестабилен, а именно в том, что это такая немного ностальгия по самому же себе. Хорошее, доброе, то, что вот как оно все начиналось. Это немножечко такой... как вот знаете, в ZBrush мне нравится наиболее такое визуальное отображение history, вот это lane, ты можешь откатываться, undo, вот это undo, блин, как он? Все, что ты сделал, ты можешь откатываться назад, как бы смотреть, вот возвращаться в какие-то моменты, там таймштамп стоит, показывает, где ты на каком-то этапе там был. И это абсолютно новый, интересный опыт для меня. Я как бы пытаюсь связать это все, как оно будет отражаться на творчестве, как оно будет куда это все пойдет, куда оно движется. Это тоже мне представляет интерес. И я как бы вот озвучу это, чтобы зафиксировать это. Спасибо всем причастным. Вы как бы вносите свой вклад, потому что даже вот опять же, вот эти стримы по анатомии, которые я считаю абсолютно фундаментальными, они очень многую ясность внесли мне.
И они были именно как раз-таки руководствовался я тем также, чтобы кому-то показать, возможно, э, что это возможно, что это реально, что это... Я же тоже проходил все стадии, когда я смотрел работы там Хусейна Дибей, Йена Сприкса. Я такой думаю, блин, это нереально, этот человек не может такое сделать. В принципе, может, и, как правило, это должен быть подход просто. Это дело времени, дело приложенных усилий. Это такая синергия всех микромоментов, составляющих, которые в итоге и дают какой-то навык. И он не космический, не абстрактный, он достижимый, он человеческий. Если это смог кто-то, то человек тоже, в принципе, сможет просто правильную последовательность действий для себя выбрать, которая наиболее лучшим образом работает индивидуально с ним, конкретно отдельно взятом кейсе. Так что я думаю, наверное, все возможно, потому что я тоже когда-то лепил кривые ёбла. Если как бы у людей, у вас страсть к лайкнесу, вам нравится просто заниматься этим, не отчаивайтесь, не останавливайтесь. Э, Плата преодолеваема. Рано или поздно оно сварится в голове. Но сейчас, в текущей ситуации, говорить рано или поздно, у нас как будто бы нет времени на эволюцию, она должна быть ускорена, но в целом сама концепция навыка, она как будто бы накапливается в какой-то момент, знаете, как мышечный рост. Мышца растет не во время тренировки, разрыва волокон, а именно тогда, когда она заживает, в период отдыха. И вот опыт в моменте, как он говорится, вам хочется быстрого результата, но на самом деле результат появляется, когда ты отдыхаешь. То есть твои нейронные связи, полученный тобой опыт, он усваивается, осваивается в голове и становится отдельным каким-то придатком в голове, который будет составлять твой компьютер, твой процессор мыслительный, распределяющий какое-то устройство, и оно будет, на которое ты будешь полагаться как уже на автоматом, потому что у тебя выработан механизм, и тебе уже не будет больше так тяжело. Идеальная фраза: тяжело в учении, легко в бою. БТВ мне тоже не приходил СМС в Украину, надо поставить Autify, апку, а они что-то там сломали походу. Типа я писал в саппорт, отвечаю, они мне сказали так сделать. Да, мы тоже писали в саппорт, это был очень месяц, по-моему, надо было еще поменять на Твиче документы, короче, чтобы оттуда выплаты получать. И мы не могли зайти, короче, в Twitch, потому что смс-ки тупо не приходили. То же самое они написали, там Twitch установите вот этот ап, аутентификация, и с ним даже не получалось, короче. Какая-то головная боль была с Твичом. Так, сейчас, секундочку. Так. Я свой чат опять потерял. Какое практическое применение MetaHuman? Это у вас там, да, вы там в чате. 3D Sky не загнулся, и Bloodborne много где. Нас всего 3 человека, а мы ему не даем лепить. Я поэтому стримы и не хотел вести YouTube-канал, я буду только болтать. Зибруш, Блендер, 3ds Max, Optimash, Сила, мода. Я знаю много страшных слов. Я вам очень признателен за то, что вы есть сейчас в чате, что я могу читать ваши мысли. Именно, что мы из одного комьюнити, и не только. Мы 3D-шники, мы как бы артист, да. И я познаю реальность, познаю через вас. Вы также синтезируете и интерпретируете мир, свой путь с 3D по-своему. У каждого разные краски, у каждого разные отблески одного, скажем так, божественного света, творчества. И я аккумулирую это именно здесь, на своем канале, скажем, и я очень признателен за то, что вы делитесь этим, что вы... Это по-своему сокровенная тема, понимаете? Я рад, что у вас есть возможность общаться и выражать мысли, потому что мы как бы такое братство, знаете, сестринство, ну, кооперация, короче. Вместе, когда мы вместе, мы сильнее, мы можем как-то
оно не так страшно, то, что вокруг нас происходит. Мы превращаемся в группу, и всегда ты чувствуешь себя комфортно среди своих, что мы об одном говорим с вами. Так или иначе мы причастны к ремеслу какому-то, к процессу, даже не косвенно, мы прямо участвуем в нем. И на нас у всех есть отметка, мы отмечены именно вот этим вот всем. Чем-то, знаете, невозможно объяснить абстрактно. Вы все это видите, чувствуете друг друга, и это классно. Это новое для меня ощущение, это вы поняли. Художники учатся всю жизнь. Это мое кредо, кстати. Оно немножечко, знаете, типа вечный ученик, но я никогда... Вот в какой-то момент меня ошпарила мысль, что я не хочу совершенства достигать. Совершенство, оно и недостижимо. Как говорил Арнольд Шварценеггер, сказали, я никогда не хочу иметь такое тело, как у вас. А он говорит, а ты никогда не сможешь иметь такое тело, как у меня. Совершенство будет каким-то логическим заключением, концом, значит, что ты, как говорил Чингисхан, знаете, у Бориса Акунина есть книга, там вступление к ней, я уже забыл название, там Чингисхан такую мысль озвучивает, что все враги повержены, и теперь грустно, потому что нет больше момента компетитива, соревнования с кем-то, нету достойного тебя противника. Это грусть, это печаль. По-своему, одолеть лучшего врага — это значит, как горец, знаете, ты остался один. Как он сказал, Дункан Маклауд, there is be can only one. Может остаться только один. Это конец. Это все, совершенство означает, что ты... Лучше избегать этой концепции, но и не занижать свой навык, но при этом постоянно наблюдать, учиться и оставаться гибким, flexible, да, позволять своему сознанию не застаиваться, не придерживаться, что, вы понимаете, это легко скатиться в какое-то самодовольство, что я знаю, я про, я вот. Да, ты можешь адекватно оценивать, что у тебя есть навык, у тебя есть за спиной скилл, ты действительно там послужной список, ты хорош в чем-то. Но самодовольство, что у тебя есть какая-то планка, с которой ты можешь на всех остальных смотреть, это самодовольство. Это нехорошее слово, я бы так сказал, оно неправильное. Потому что, знаете, как сказал, я уже забыл, Акаций, по-моему, древнегреческий философ, о том, что невозможно научить человека тому, что он уже знает. Это невероятная по своей силе фраза. Она о многом говорит, что человеку нужно... Я сейчас такую философию скажу. Представьте, что ваше сознание — это налитая чаша. И она заполнена доверху. И одна малейшая капля может ее перелить. И человек сознательно не дает себе принять ту, как бы сказать, извне информацию в себя, потому что она разольется, эта чаша, и он не позволяет как бы вам это оформить? Ты эту чашу должен по-хорошему вылить. Это самодовольство, уверенность, что ты чего-то знаешь, оно тебя заставляет не видеть суть. Оно блокирует признание собственных недостатков, собственного отсутствия каких-то навыков, опыта, что у тебя есть пробелы. Ты как бы слепнешь, у тебя бельма на глазу образуется, и ты как бы в упор не видишь. И нужна открытость. Здесь важно. Мы смотрели на одном подкасте про фидбэки, о том, что люди обижаются на фидбэки от лидов. На самом деле правильный фидбэк — это твой учитель. Он совершает благо в отношении тебя, он указывает тебе на недостатки твоего навыка, чтобы ты стал сильнее, а не для того, чтобы ранить, уязвить тебя и указать тебе на то, что ты говно. Нет. Правильный фидбэк — это всегда это добро, это просто это стимулятор. И главное, фидбэки не просто как-то подбирать и молча их делать механически. Из них нужно извлечь урок, что они говорят тебе о том, что все, что ты знал до этого, это воду вылей. Потому что это все иллюзии, заблуждения, нахламление, нагромождение самоуверенности, проистекающее, что ты взлетел высоко где-то у себя в голове, а на деле ты просто не Хусейн Дибай, не Йенс Прикс, не вообще Виталий Бугаров, а просто крепкий середняк, а может даже и ниже.
И это открытость самим же собой. Она тебя пересобирает заново. Ты выливаешь воду, чтобы налить свежее что-то туда. Потому что человек, который уверен, что он супер 3D-шник, ты его не убедишь в том, что он хуёвый 3D-шник. Он должен сам к этому переиначиться, свариться, пройти вот эту вот всю канитель, чтобы понять, да, черт подери. Самодовольство, уверенность, ложная убежденность в том, что ты что-то из себя представляешь. Нет, надо сразу обнуляться, сразу себя брать за концепцию, что я не знаю ничего, как говорил Сократ. Я знаю, что я ничего, блядь, не знаю. И это, знаете, вот эта фраза — это продолжение того, что человека невозможно научить, он упертый как баран. Ты не переубедишь его. Он лепит там какую-нибудь чебурашку, и он такой, блядь, слушай, классно получилось, идеально, похоже. Нет, чувак, не похоже. В смысле не похоже? Ты чё, извини меня, охуел, что ли? Я столько сил положил. Если ты столько сил положил, это не значит, что оно именно оправдано было, столько сил. Ты неправильно их прикладывал, да? Чтобы там перевернуть какую-нибудь коробку, нужно хорошенечко приложиться в одну точку, и она перевернется, а не будет по земле ты ее волочить будешь. То есть правильная точка приложения силы. И вот эта упертость людская, она мешает прогрессировать. Она не дает им высвободиться из устоявшейся в голове модели о том, что вот мой путь, мой маршрут, мои методы, они рабочие. И в контексте нашего чата сегодняшний вечер о том, что изучать пайплайн нужно новый. Действительно, это так. Старые пайплайны нужны чисто в познавательных научных целях, как вот мы ходим в музей, узнаем по скелетам обезьян, какие мы были до того, как мы научились прямо ходить и изобрели себе айфоны и прочее. Мы должны посмотреть, мы должны обратиться назад, мы должны изучить, мы должны пройти вот эти вот моменты, аспекты. Живая история, понимаете? О, вот это да, ребята. Вот это да. Совершенствоваться можно вечно. Я хочу научиться делать фури в 3D. Просто начните делать фури в 3D. Так а сколько нужно учить 3D, чтобы делать персонажей? Нужно научиться техническому аспекту, умение работать с 3D-пространством, как функционирует все, как работают полигоны, как реконструкция происходит в 3D-пространстве объектов, и начать творить. То есть, как говорил Майкл Джордан, сперва ты изучаешь правила игры, а потом начинаешь играть лучше всех. У меня, кстати, в офисе висела эта табличка, и она мне очень запомнилась. Сперва изучи правила игры, а потом начни играть лучше всех. Вы знаете, вот Пикассо, я уже говорил на стримах, он рисовал вот эти вот... Не минимализм, абстрактные вот эти его картины, просто геометрические треугольники цветные, как аппликация. Ему часто вменяли то, что хуй ты так рисуешь, почему это стоит таких сумасшедших денег? Ты там не охуел случайно? Я извиняюсь. Никто, наверное, бэкграунда типа не видел, как Пикассо рисовал. На самом деле. Он мог себе позволить. Его рисунки там роскошные, шикарные зарисовки, скетчи. Это человек просто Микеланджело. Он рисует очень хорошо. И он может себе позволить рисовать всякую ебалу. Понимаете? Потому что освой правила, изучи техники, и ты можешь уже нарушать эти правила. У тебя появляется вот эта вот дерзость нарушать правила. Совершенство можно вечно жить и зарабатывать, и кушать нужно каждый день. Да, абсолютно. Вот так-то да, нужно учиться добиваться максимум, минимум усилий. Road to perfection. Насчет Half-Life я соскочил с мысли, то, что да, нам нужны вот эти самые экспонаты в музее, чтобы понять, как оно работает. Но для коммерческого как бы развития, карьерного, да, в 3D, вот человек спрашивает, есть шансы выстроить карьеру в 3D? Если сразу присасываться к пайплайнам каким-то рабочим, именно которые актуальны, это самое лучшее слово для этого. То есть не ходить вокруг да около, не бродить там, не пытаться как бы проходить путь, который уже был актуален для там десятых годов пайплайна, а что-то новое. Ну, так, анализировать рынок
чувствую тенденции. Как бы вот так, да? Конечно, когда ты там за студией застолблен уже десяток лет, тебе как бы такие темы не особо волнуют. И, может, даже не понимаешь, что там происходит. А как минимум кожа выглядит неестественно в том же блендере. Это уже не говоря о том, чтобы тело не было похоже на манекен. Так что нейрохрючево даже в нынешнем виде на порядок лучше выглядит, чем 3D. Есть такое у 3D, то что типа, а какой сенс делания вот этого всего, если оно псевдо, короче, не натурально, и что это, для чего оно все такое нужно? Это большой философский вопрос. В том же с нейронкой в этом плане тягаться смысла нет. Сейчас, секундочку. Что такое? Что гремите там? Ка- Короче, я почему делаю Сидни Суини? Почему у меня... Я говорю, я начинал это просто с глиняного шарика поупражняться, но вылилось оно в это. Мне нравится концепция, мне нравятся женщины именно с точки зрения природного аспекта, как они... Ну, вообще, в целом, человек — прекрасно сложенная конструкция, гармоничная. Тут золотые пропорции, числа Фибоначчи не идеально вписываются в наши вообще шейпы, линии. Мы пропорционально сложены. Не конкретно говоря про, как сказать, кто-то красивее, чем другие, а именно если природа создала что-то такое прекрасное, то мы как бы творчеством пытаемся повторить процесс сотворения чего-то прекрасного. Как я уже говорил, из фильма «Бойцовский клуб» Тайлер Дёрден избил Джареда Лето, персонажа, со словами «Я хочу уничтожить что-то прекрасное». Я много размышлял, и я просто хочу создать что-то прекрасное. Это самое такое базовое ощущение. Мне нравится красивая женщина, Сидни Суини. У нее, ладно, скроенные черты. Ну, просто идеальный пример, образец для того, чтобы попытаться поиграть в Творца. Знаете, не конкретно Бога, а именно ты так как бы пытаешься... Вот искусство, да, говорят, искусственная кожа, искусственный. Это дубликат, это попытка повторить то, что изначально, естественно, прекрасно. И таким образом я как будто бы пытаюсь быть причастным к сотворению, повторять ту же самую алгоритмику созданию чего-то очень красивого, ладного. То есть мой глаз, моя нейросеть в голове, которая завязана на видении прекрасного, почему мне одни черты кажутся красивыми, а вторые кажутся какими-то, как минимум, странными, непривлекательными. Это исследование. И создавая, я как бы удовлетворяю какую-то себе замашку, знаете, на величие Творца, скажем так. Я хочу тоже сотворить. Я хочу, знаете, не руководствуясь каким-то эго или дерзостью, Вавилонская башня, да, так сказать, превзойти Бога. Я просто хочу почувствовать, создать мини-копию. Потому что, когда я открыл 3D Max первый раз в своей жизни, первая кнопка, вкладка, которую нажал, была Create. Там, если кто знает 3D Max, там такая иконочка, какая-то звездочка горит, как будто солнышко. Изначальный первый взрыв, понимаете? То, с чего все началось, стартануло. И это такая сакральная, символическая вещь — create. Ты креатор, понимаете, что 3D-пространство позволяет тебе удовлетворить потребность в создании чего-то, в сотворении. И мы как бы играем в Бога в каком-то роде. 3D-пространство, оно тоже пространство. Человек, который печет хлеб, он тоже творец. Это тоже творчество. Человек, который кормит других людей, он делает красивую, вкусную пищу, он тоже творит. Женщина, рожающая ребенка, она творит. Мы все творцы, мы причастны к сотворению, я уже говорил на прошлом стриме, и это самая исцеляющая, самая фундаментальная концепция, как будто она и есть правильной. Как будто ты должен ей, во всяком случае, не то чтобы придерживаться и рожать детей на каждом углу, а именно не делать обратного, не разрушать, не нести деструктив, понимаете, противоречащий самой концепции созидания. Она как будто
Если вы возьмете пчел, вы посмотрите на пчелиный улей, я уже это говорил, что вот эта ромбическая структура, боже, я уже забыл, как ромб рисуется, ну, помню, пчелиная сота, что это самая оптимальная форма, геометрическая фигура в нашем вообще мире физическом. Вот эта компоновка сот, она самая менее энергозатратная, она самая... Ну, это прекрасно, типа, во всех смыслах, понимаете? И путь такого созидания, а не деструктива, оно как будто бы наиболее оптимальная и самая подходящая нам форма существования. Как будто бы мы о ней забываем. Я сейчас очень глубоко копну, но как будто бы тот же самый Иисус Христос, и сейчас все праздники и как раз христианские, что сама концепция «возлюби ближнего своего, подставь щеку», она не про, вот знаете, глобально не про то, чтобы со всеми там, кого ты ненавидишь, в зубы, в десна целоваться, а именно скорее не идти по какой-то концепции ненависти, скажем так, которая отвлекает тебя от важного, от созидания или равно неразрушения. Просто как будто от нас требуется, чтобы мы были наиболее оптимальны. И вот эта вот модель «не убей», да, скажем так, не укради, просто нормально делай, нормально будет, понимаете? Я как-то так чувствую, как-то мыслю, я опять же благодарен стримам за то, что у меня происходит какая-то рефлексия на самого же себя. Из-за того, что я так очень много говорю, я могу на ходу это все додумывать. Уже в таком амплуа, да, разговорном, стримчанские вот эти все. Они позволяют очень переосмыслить то, что ты делаешь. А возможно, знаете, как будто бы сову на глобус натягиваешь и придаешь смысл там, где ты смысла нет, но ты хочешь его увидеть, там, допустим. Что угодно, как угодно. Главное просто не быть обузой, блядь, в конце концов. Не, ну, созидать всегда тяжело, но зато какое-то вот что-то ты получаешь внутри. О, господи, в этот помпезный момент у меня в бикини стоит Сидни Суини. Рифма какая. Сидни Суини в бикини. Я как-то вот, как-то так это все ощущаю. Понимаете? У меня есть коммерческая работа, где она сопряжена с техническими рутинами, механическими действиями, и это неприменимо там. Я не могу ту же самую концепцию применить. Она там не работает, как будто бы. А на моих персональных проектах, вещах я это все чувствую, понимаете? Я именно маленький ребенок, который запустил Half-Life 2, он воскресает, он уходит, я ухожу, он садится внутри меня, и он берет в бразды правления, и он удовлетворяет вот это, что вот это и есть какой-то кирпичик к тому, что когда-нибудь, возможно, я сделаю то, что задумывал, понимаете? Это игру или там, я не знаю, синематик, в конце концов. Выпущу этого джина однажды из банки, и я чувствую это так, потому что делая персоналочку, я захожу в нее, там я настоящий. Там я делаю то, из-за чего это все и начиналось. Нужно было просто, назовите это эскапизмом, что ли, заниматься. Я просто там, где я чувствую, что я как бы дома тоже, понимаете? И поэтому, будь это окно 3D Max, будь это окно Майи, там мы все входим в разные двери, но мы в одну комнату входим. Поэтому поебать какой софт. Хоть ты его сам в Клоде напиши, там 3 кнопки X, Y, Z, этого же тоже будет достаточно. Тебя приглашают в другую реальность. За этим всем просто одна вещь, другая реальность. Я не скажу, что наша настолько ужасна, что с нее хочешь съебать, да? А просто очень любопытно то, что люди так легко, быстро, им нравятся другие миры, понимаете? Какой-то исследователь внутренний просто дико писается от восторга, когда получает такой инструмент мощный. Вы представьте просто. Визуализация всяких вот долин, сюжетов, персонажей, историй, которые где-то внутри в тебе живут глубоко, а потом у тебя, по сути, весь инструментарий для этого есть. Поэтому, знаете, вот я вот как-то вот так сейчас это все обосную.
Мне просто нравится делать красивых женщин. Никаких подоплеки никакой нет. Это не коммерческий проект, не какой-то адалт, не какая-то силиконовая кукла. Это просто мотивировано всегда было изначально куском шарика, чтобы прокачать руку. Поэтому никогда не знаешь, где найдешь, где потеряешь. Так, сейчас комментарий Twitch. Кубизм, салам, кубизм, спасибо. Шоу чела с говором, подниматься, дерзость, слол. Ну, какой родился, как разговариваю. А знаете, я своего рода тоже творец. Красиво рассказал, спасибо. Хайт из Кременчуга. Да, с Кременчуга. Витаю. Так, сейчас комментарий прочту. Я ребенком был и увидел постер на стене ментовского офиса. Там цапля и лягушка во рту у нее, который борется за жизнь, и надпись «Никогда не сдавайся». С тех пор руководствовался всей этой фразой. Да, знаете, как бы ты ни назвал, вообще, как ни назови, мы как будто бы все на разных языках, но об одном и том же говорим. Одна какая-то вещь, избитая истина общая, просто она многогранная. Вот это, как знаете, низкополигональная сфера, если ты возьмешь ее, у нее там 32 грани или 64. Дефолтная сфера в ZBrush, там, делаешь вот это фейс, это отображение, ты видишь эти грани. Это просто такая одна огромная сфера, но если приблизиться, она многогранная. А внутри у нее ядро. И мы как бы все об одном и том же ядре говорим, но просто разными концепциями. Но смысл как будто бы один. Кто как учится 3D. Я сейчас еще онлайн и оффлайн школу, хочется побыстрее профессионалам учась у опытных сенсеев. Кстати, вот как раз видео смотрим про то, как не стоит ожидать очень быстрых результатов, потому что оно так не работает, типа. Им нужно время. Навыкам, цементу нужно время, чтобы схватиться. И какая бы там нейропластичность не демонстрировал индивид, там ему нужно время на усвоение информации, вырабатывание нейропаттернов, как потом иметь дело. Это, конечно, таким научно-техническим языком, но в целом как бы торопиться как будто бы не нужно в этом. Нужно учиться постепенно, наращивать, не перегружаться. Дозированно как бы. Курсы, они же так и выстроены. Почему я говорю, мне тяжело методику какую-то вырабатывать под курсы и кого-то научать, потому что очень большой объем работы нужен только для того, чтобы структурировать свой подход и человеку донести его, объяснить, как, чтобы делать как я, ты должен пройти вот такой путь. И это очень тяжело донести, чтобы вы понимали, хотя бы потому, чтобы все мои знания нужно переосмыслить, структурировать и подавать в виде chapter, части, да, первая, вторая, третья, четвертая. Возможно, это мне сейчас так кажется, но просто не торопитесь, как будто бы. Скорее, просто методично действуйте. Правильные уроки, правильные подходы, и, возможно, из этого что-то получится. Я не могу за всех сказать, понимаете? Просто я так чувствую, так на вот это рефлексирую. Так вот, откуда пошли статусы ВКонтактике. Учи нейронки лучше, 3D уже история. Тоже верно. Тоже верно. Здравствуйте, первый раз у тебя на канале. Ты сделал, обучаясь, если да, нихуя себе. Ты проходишь какой-то курс. Нет, не прохожу какой-то курс. Я вам говорю, мой метод довольно-таки брутальный. Он, как вот говорят про Джимми Хендрикса, да, то, что... Ну, я себя не буду с Джимми Хендриксом сравнивать. Где Джимми Хендрикс? В том плане, что якобы Джонни Хендрикс не знал нотной грамоты. Играл он виртуозно, но играл он все в основном на слух. То есть он так чувствовал, у него было наитие. И все вот эти рифы сумасшедшие, гитарные, один только... Блядь, это надо послушать. Я хочу это услышать. Пусть меня забанят. Короче говоря, чувак играл просто потому, что он так чувствовал. Никакой методики... Нет, это ложь, наверное. Все-таки стояла какая-то база у него.
Он же тоже не совсем прям, я думаю. А МДМ-то знал аккорды. Просто это о том, что, знаете, как Моцарт и Сальери. Э, Та история, что Сальери пытался узнать, как Моцарт сочиняет свои гениальные произведения. Сальери, я говорю, могу привирать. Сальери чуть ли не линейкой отмерял диапазон, тон, аккорд, чтобы он звучал просто гармонично, созвучно. Математический подход к музыке. В то время как Моцарт просто садился и бил, скажем так, смеясь, хохоча по клавиатуре и выдавал то, что он сотворил, понимаете? Моцарт вот как будто бы мы осваиваем технику для того, чтобы как раз-таки о технике больше и не думать, понимаете? Вам необходимо стать виртуозами только для того, чтобы освободиться и не думать реально о технике, чтобы она вас больше не отвлекала и не беспокоила, что вы чего-то не знаете. У вас абсолютно заряженный, готовый к работе инструмент, оружие, смазанное, подготовленное, сведенное до уровня автоматики. И есть какие-то вещи, которые логике не подчиняются. Например, у меня есть абсолютно подходы какие-то в проекте, которые обременяющие, нежели оптимальные. Да, вот я могу начать сразу скульптить со сферы, хотя уже раньше говорил, что это идиотизм. Если ты придешь работать на студию такой, дайте мне сферу, я вам с нуля подниму, короче, морду лица, как говорится, или целого персонажа. Никому это нахуй не надо, извиняюсь, потому что уже есть устоявшийся пайплайн с работы с готовым бейсмейджем или предоставленной тебе студией, в которой ты работаешь. Тебя никто не заставляет заниматься этим технодрочем. Этот этап опускается, потому что он не про продуктивность, не про оптимальность, он просто обременяющий, отягощающий общую телегу, которая едет к финишу, а ты ее хватаешь, типа, за колеса, чтобы он не ехал. Так не делается. Я часто демонстрирую и анализирую, что у меня сразу изначально какой-то деструктив метод. Есть вот non-destructive, да, как бы подход в 3D, когда у тебя все процедурно. Ты можешь каждую часть вернуться и там внести изменения, оно не поломает все. Раньше мы так работали, что если ты делаешь как в последний раз. Все. Если ты вот что-то решишь изменения внести, тебе пиздец. Я ж с чем-то подобным сталкивался в бытность, когда с 3D Max все проекты гонялся. Это был просто какой-то ад. Так что я и до сих пор еще от этого, может, не избавился, но потому что, я опять же говорю, у меня идет такой ресерч, да? У меня в шапке висит, что Blender в стадии стадинга, понимаете? Поэтому я могу себе позволить поебланить на персоналочках. Но коммерческие проекты такого не потерпят, и тебя покарают за это. Делаешь ритоп, топологию правильно, чтобы в работу на Рик отдать можно было. Нет, я, честно говоря, вот опять же, так далеко не захожу. У меня еще пайплайна такого нет, чтобы она у меня как-то ходила, говорила. Я вообще, знаете, что хотел? Я хотел заатачить глаза. Хотел заатачить глаза камере, чтобы куда бы я ни двигал, получается, чтобы глаза следом, за камерой следовали. Я просто таким образом, знаете, в блендере проверяю собственные тоже лимиты, как бы, на что я способен. Такой стресс-тест навыков. А смогу ли я в блендере сделать то, что сделал, допустим? Вы знаете, у меня на ArtStation работа Harley Quinn где-то 14-15 года. Я сделал ее в 3D Max и отрендерил корону рендером. Мы тогда только перешли на корону, она была быстрее, рендерила интерьеры быстрее, чем V-Ray. Мы за сутки могли банч рендеров заказчику предоставить очень быстро. Корона была фурором, короче.
вот эти стендалон рендеры, которые эти на ЦПУ считались, короче. Я решил просто в этой же короне сделать персонажа. Я подумал, блядь, а чё б нет? У меня был такой вызов, короче, давайте я сделаю. Я хочу посмотреть, смогу ли я выжить из этой короны. Она мне нравилась, у нее шикарный движок, она очень быстрая, там у нее алгоритмы очень классные. Я такой, блядь, а у модели, у короны нету subsurface кейтеринга. Я такой думаю, блин, а как же я кожу сделаю? Я там так изъебнулся, что я на преломлении, короче, на толщине, на ушах, там, на носу пытался воссоздать. Я не рекомендую ни в коем случае заниматься вот этим вот упорством, делать что-то в чем-то, что для этого не предназначено. Но у меня был такой момент, была такая гиперфиксация. Я хочу, мне нужен этот стресс-тест. Мне нужно было это в тот момент, и я вот сделал, что можете посмотреть, если интересно. То есть я сделал, путем противоречия пошел. Я забью шуруп молотком, а отверткой вкручу гвоздь. Вот у меня такое. К сожалению, в коммерческом пайплайне, опять же говорю, такие вещи не проканают. Это уже просто бзык собственный какой-то. Что хочешь, что делай там, где тебе разрешено это делать. Это, видите, это две разные сферы одного и того же 3D. Два направления. И вы должны как бы тоже разграничать для себя, где надо пушить, чтобы соответствовать пайплайнам, а где можно вкатываться во всякий эксперимент. Потому что я тоже много раз видел в блендере, что блендер то, блендер сё, в нем ничего кроме пончика делать нельзя, как бы. Не то, что нельзя, вообще не знаю, кто сказал нельзя, но все ограничивалось пончиком с посыпкой из туториала. А что в блендере так можно делать? А я даже и не знал, что в блендере так можно делать. Я просто в блендере делал, потому что мне, черт подери, нравится, мне удобно, я люблю блендер. Это, знаете, это очень похоже на такой момент, когда студент какой-то проспал лекцию, короче, пришел просто на пару, а там какую-то задачу столетия математическую расписали на доске в качестве примера о том, что она нерешаемая. Она с топологией связана на уровне Перельмана, короче. И он, как бы не понимая, о чем урок был, записал эту задачу, забрал ее домой, не знал, списал с доски эту задачу, теорему, короче, и думал, что это домашнее задание. И он дома ее решил, короче, и принес, и преподу показал, у него глаза на лоб налезли. Ты что, типа, решил нерешаемое? Потому что лимиты есть, а ты о них даже не знал. Ты просто в них уперся такой, ну, блядь, ладно, проблема, ща решу. Понимаете? Так что вот хуй поймешь, где вообще... Кто истину говорит, что блендер — это какая-то шняга для кубиков, а где блендер просто инструмент для какой-то... Такая, знаете, полигон, где ты можешь испытывать реальность, ковать ее, взрывать, физика тканей. Кстати, я один очень тутор интересный подсмотрел о том, чтобы груди тряслись, короче, через симуляцию тканей. Я хочу попробовать этот метод на все мягкие ткани. Вот видите, вот мотивация. Почему я это делаю? Мне интересно. Я хочу опробовать техники, которые увидел на Reddit. У меня просто любознательность, curiosity. Просто человеческое любопытство. Я хочу проверить, блядь, давай посмотрю. Кормите любопытство в себе. Дайте пожрать этому демону внутри. Мы так и двигаемся. Я говорю, я так за блендером просижу, я не замечу, что жизнь прошла. Так уебать, уже 70 мне, нихуя себе. Я только закончил блендер, понимаете? Ты как бы увлечен чем-то становишься, ты не замечаешь ход времени. Оно просто мимо проходит, ты не предаешься каким-то размышлениям о том, что терминаторы мне пиздец. Так жизнь ты и проталкиваешь, живешь тем, что оно летит в интересе каком-то. Даже если твоя работа не связана с 3D будет, там, ты работаешь уже какую-то другую работу, а 3D нахуй уже никому не нужен, вышел из моды нейронки, ты все равно возвращаешься сюда, потому что ты привык. Это used to.
Это твоя среда, твое место. Я за себя говорю. Я как будто представь, что я напротив сижу себе и говорю, типа, это мой дом, блядь, мне нравится здесь. Я буду возвращаться, даже если я там буду другой работой заниматься. Что типа 3D сдохло, сдулось. Меня это мало заботит. Меня заботит то, что я вообще 3D не буду заниматься. Понимаете, у меня уже как бы структура меня, она вот... мозги мои уже под 3D заточены. Это определяет вообще, в принципе, мою бытность. Или обычным языком. Да нравится мне, блядь, просто, и все. Поэтому... Хуй с этими нейронками, господи. Надеюсь, вы поняли. Да. А что за аддон для контроля глаз используешь? Я не очень понял, что происходит. Либо ты сиронизировал, что не подготавливаешь модель к ригу, либо это правда просто скульпт и автовейты, чтобы глаза направить на камеру. Это аддон Faceit. Это аддон позволяет... Мы, короче, расставляем здесь... Мы расставляем, короче... Я не знаю, сейчас вот Facial Landmark, видны они будут, не видны, они по мне отображаются. Можете посмотреть гайд по Faceit, мы расставляем, короче, вспомогательные там гайды, не гайды, сплейны, короче, которые потом, я так понимаю, переносят веса на лицо, то есть расставляешь по глазам, ротовая полость. Ну, короче, такой базовый шейп вписываешь. Походу, Advanced Skeleton в Maya по схожему принципу работает. Просто это такой адаптированный под Blender вариант. Потом оно как бы проецирует веса, я так понимаю. И еще, что самое главное, мне наибольше нравится, именно через Shape Key. Здесь у нас риг, он управляется помимо скелета. То есть у нас, получается, мы распределяем кости по лицу, и этими костями просто скинингом банальным управляем, да? У меня просто сейчас отключен. Это все было чисто за один клик сделано, чтобы посмотреть, что она шевелит глазами, понимаете? Ну, работает это. Я в процессе этот скелетный риг от лица отключил, короче, его сейчас возвращать муторно будет. Надо переначивать. И вот эти шейпки мне наиболее удобными кажутся. У них здесь функционал очень крутой. Чисто потестить как бы фейсу, там губы она вытягивает. Рот у нее не открывается сейчас. Там и зубы не на месте, короче. И что самое интересное, вот видите, да, надувают щеки. Ну, это срань как бы, видите, да, ну что это такое? Что это, шняга какая-то. Мы, короче, имеем возможность в этом аддоне одну очень уникальную. Каждый shape key там прописан по типу закрытия глаз, надувание щеки, поворот, здесь как он, mount, сейчас я посмотрю. Mouth funnel, tongue out, язык вытаскивает, получается, смыкает губы в трубочку, как будто бы, закатывает губы. И мы можем скультить каждый аспект, понимаете? Если у меня есть рефа Сидни Суини, которая... я могу посмотреть ее интервью, и подсмотреть, как у нее движется, допустим, лицевая мимика, как у нее закрываются глаза, как опускается века. Беря все эти моменты во внимание, я правлю шейп-ки закрытыми глазами под аутентично, под то, как она закрывает глаза. И у меня просто получается такой digital double, понимаете? Прикол в том, что, насколько я понимаю, MetaHuman делает унифицированные закрытия глаз там, и каждый шейп править вручную, наверное, тоже нужно. Я не знаю, я вам говорю, я так далеко еще не заходил. Я вообще просто, скульптор. Я как бы, повторяюсь опять же, я как бы просто пытаюсь выйти из зоны комфорта, покинуть границы, в которых я засиделся. И я сейчас вспоминаю свои же слова. У меня еще модель Анны Дармас есть, которая тоже на стримах присутствует. С нее я начинал, и она у меня лежит, я должен ее закончить. И для меня, я там уже озвучил, Сергей, кстати, с Твича, из чата, знает, что я говорил много раз. Я хочу просто моделью побегать в Unreal. Я никогда, блядь, не делал ничего с движком. Я просто сидел в ZBrush, как этот, скульптил эти бошки, типа, а что так можно было? Там что, снаружи свет, как в подвале, знаете, гоблин какой-то. А там, оказывается, снаружи такие вещи есть, типа... Я забыл уже за то, что я хотел когда-то этим заниматься. Именно. Я не просто каким-то скульптингом.
И вот страшно, типа, блин, а что? Я вообще, у меня еще бэкграунд, я говорю, архитектурной визуализацией занимался. У меня любопытство, опять же, смогу ли я башку слепить? Слепил башку. Смогу ли я затекстурить башку? Затекстурил башку. И вот так оно по накатанной, как снежный ком, просто пошло. Понимаете? А все потому, что ты выходишь как бы из этой оболочки. Прорываешь ее, там, рвешь, как это. Тейс Вентура из носорога вылазил. Надо родиться, короче. Понимаете? Нас как будто бы сама природа обязывает к тому, чтобы мы покидали застоявшиеся пределы. Говорю, учитесь у природы. Художники, рисуйте природу, наблюдайте ее, воссоздавайте ее. Она прекрасна по умолчанию. Это дефолтная, изначальная функция природы прекрасная. Она гармонична. Я сейчас, представьте, закройте глаза, представьте этот лист папоротника скрученный. Он сегментирован и пропорционален по золотому сечению, по последовательности Фибоначчи. Углеродная сетка под микроскопом. Да, блядь, я не знаю, как это объяснить. Сама концепция реальности пропорциональна. Она подчиняется какому-то закону, который старее, древнее нас, блядь. Мы к нему просто его... Великое вообще благо, что мы можем его потрогать, осознать. Все нас обучает в природе тому, что нужно эволюционировать, нужно идти дальше. Этот несчастный омар, лежащий на дне океана, он должен вылезти из своей тесной оболочки, он должен порвать ее, он должен выйти оттуда. И когда этот несчастный омар покидает свой хитиновую оболочку, он становится мягким. Чтобы вырасти, нужно стать уязвимым. Нужно испугаться, нужно почувствовать страх, что, блядь, там неизведанный предел. Там место, где я не был. Там страшно. Я не знаю, что меня ждет. Но оно нужно. Иначе ты начинаешь сжаться, испытывать тесноту в самом себе. Это выливается в внутренний конфликт, протест, и ты не можешь понять, что с тобой. Что со мной не так? Почему мне нравятся ебаные визуалы, интерьеры делать? Почему я чувствую себя в ебаной работе, как будто рабом? Это я себя вспоминаю, что я хожу, делаю квартиры эти, визуализирую, блядь, ванные комнаты для людей, у которых 5 ванных комнат в доме. Чем я занимаюсь? Почему мне не нравится? Это же 3D, который я люблю, это же инструмент. Вот это все истины, которые я проговорил, это вещь, которая позволяет мне медитировать, общаться в трехмерном пространстве, то, что я люблю. А почему я не люблю это сейчас в моменте? Что это за хуйня происходит? И ты не можешь понять. А потом ты берешь, блядь, полеплю-ка я Скарлетт Йоханссон. Я хорошо помню, что первая моя модель на работе была слеплена, это Скарлетт Йоханссон. Все подходили, ебать, это что, Скарлетт Йоханссон? Ну, ничего себе ты, блядь. Потому что я не хочу эти квадратные коробки, стенки делать, потому что моя душа, мое любопытство рвется, оно влечется органикой. Я как бы с неорганики на органику переключился. А мой мозг заинтересовался линиями, пропорциями, жизнью. Что сформировало Сидни Суини вот с таким вот... с таким лицом? Что было? Какая схема? Какой алгоритм? Я пытаюсь как будто, знаете... Одним словом меня можно охарактеризовать за все стримы поиск. Я ищу, я просто иду. И весь этот процесс, который вы видите, это research. Я изучаю, я пытаюсь найти, я познаю. Я как бы... Мы все — это реальность, которая познает сама себя. Поймите это. Что-то глобально через маленькие вот эти вот механизмы, атомы, шестереночки пытаются самоосмыслиться. Это как атомы, которые могут себя же в микроскоп посмотреть. А не как машина. Понимаете концепцию? Атомы, которые могут о самих же себе подумать. Это все локальный поиск конкретного индивида. И все, что вы видите, продукт побочный моего поиска, моего пути, что я хочу, куда я движусь. Я не могу этого знать до конца, но как будто бы я смысл обретаю именно в процессе, а не прогнозируя смысл, ожидая, что он в конце будет вот смысл. А он, оказывается, генерируется именно вот сейчас, как будто советский велосипед у меня был, на нем фара была.
И она работала только когда ты крутишь педаль. Этот фонарик зажигался только тогда, когда происходило вращение, работа, трение, там, динамо-машина. И как будто бы смысл именно генерируется в процессе. Я так чувствую. Вот это, ребята, сейчас я комментарий почитаю. У меня спич за спичом. Я вам скажу, я наговорюсь. Я обязательно... Вот, наверное, кстати, вы надуваете мне парус. Я ухожу в оффлайн. В оффлайне я тусуюсь, делаю там свободно от работы времени, под музычку, под чаечек. Я сижу, пилю этот проект и думаю о вас теперь, понимаете? Я обнаруживаю за деревьями лес, который раньше не видел. Поэтому я очень вам признателен. И всегда, наверное, неважно, 3D, 2D, глина, карандаши, Азамат, аппликации. Азамат, никаких пальчиков. Сейчас мысль потеряю. Тут этот... Секундочку. Понял, принял. Спасибо. Еще вопрос. Словно сколько бы ты взял за скульпт грум с проработанным ротовой полностью телом? Ой, это сугубо индивидуальная тема. Прайсы, они выстраиваются от конкретного взятого кейса. Они как бы разные бывают. Что ты стоишь? У меня тут второй стример над душой стоит. Давай, Су. Если я отключу этот микрофон, он просто не включится. Мне, кстати, надо микрофон этот. У меня там, походу, пайка отошла холодная. Эти конденсаторные микрофоны, Ну, что они... дольше там с ремонтом. О, Господи. О, Господи. Короче, что еще хотел сказать? Так, у нас еще на Ютубе... Боже, вы мне так много написали всего, ребята. В творчестве я диктатор, нарушитель норм. Все пакеты сейчас плюс-минус одинаковые, есть удобные фишки в Мае, Максе, но в целом... Вы знаете, когда я говорю, я иногда чувствую, что потом осмысляю в процессе, блин, я говорю как бы прописные истины. Но вы знаете, если их не проговорить, как будто бы... Просто мне повезло, у меня есть платформа, где я могу с вами говорить об этом, вслух озвучивать. Это как будто бы другую силу обретает. Знаете, как будто бы невысказанное что-то, оно чахнет, из него выходит воздух, оно протухает и никогда не остается недосказанным, нереализованным. И, наверное, такое напутствие, которое очень хорошее, занимайтесь как бы также документированием своих мыслей. Если у вас возникла какая-то идея, дайте ей space, пространство, запишите ее, она может вырасти во что-то очень новое, потому что возникающая мысль, возможно, как говорил Маяковский, если звезды зажигаются, они, значит, и для этого есть какой-то повод, не зря, понимаете? Значит, это кому-то нужно. Поэтому ваша голова — ваш лучший друг. Это ваш партнер, ваш товарищ, с которым вы родились и с которым вы покинете этот мир. Это ваш лучший друг. Сознательно, бессознательно. Прислушивайтесь. Всегда, что хочет оно вам сказать, а оно многом говорит. Просто знаки повсюду, скажем так, и случайности не случайны. Это просто завуалированный язык, скажем так, символов. И, наверное, прекрасно то, что каждый индивидуален, и каждый сложен по-своему, и у каждого своя дешифрирующая машина, скажем так. Кстати, хорошее замечание насчет этого, что я замечаю, я так много обычно не говорю и могу заговариваться, проглатывать слова. Хороший этот, оттачивать дикцию. Ой-ой-ой, господи. Всем признателен еще раз. Это для меня такой стрим после глобального нашествия, скажем так. Спасибо вам, ребята. Занимайтесь творчеством.
Остальное все приложится. Так, знаете, что я хотел? Я вам просто озвучу то, что я вообще наметил. Ну, будем считать, что это такое вот... Я вас всех поприветствовал, всех новых на нашем канале. Чтобы вы знали, куда оно вообще все это движется. Ресницы мы должны доделать. Здесь уже вот я разметил бижутерия, это necklace, все как у нее там аутентично по рефу. Поменять вот эти всякие украшения непонятные, чтобы были, да, чисто дефолтно забивное. Потом мне надо у рига подкрутить вот эти вот все места. То, что сквозят подмышки. Вот здесь есть... Ой, вы этого не видели? Надеюсь, она меня за это не... Этот. Короче, видите, вот это что это за синдром широкой спины? Короче, вручную подправить вот эти weight paint, веса, короче, чтобы оно работало. В идеале, если бы у меня был какой-нибудь Крис Джонс риг, оно бы так не смотрелось убого. Знаете, если бы я совсем был сумасшедший, я бы еще волосы под подмышками добавил. Но мы этот... Как Олег любит говорить, волосы в носу добавлять. Короче, вот это явные проблемы рига, да. Скиннинг вот такой здесь уродливый. Нам такой не подходит. Просто подрисовать места, чтобы оно вот так не выглядело. Потом в качестве эксперимента мне хочется попробовать джиглинг, да, будет ли вот эта вся мясистая часть трястись, взаимодействовать вообще как-то с гравитацией. Вот. Это одно из вещей, которые я хочу попробовать, потому что я не занимаюсь ни скиннингом, ни риггингом, ни пейнтингом, ничего. Это для меня как бы... Это не мой род деятельности. Здесь я энтузиаст и изучаю просто... Палкой тыкаю в это и смотрю, как оно шевелится, понимаете? Изучаю повадки, чтобы потом как-то понять, как оно функционирует. Риг — это очень... Вот этот риг, миксамовский, кстати, который позволит мне, в принципе, в каскадера загнать всю модель и экспортить из каскадера всю нейронную анимацию, которая там есть, да, в Blender. С ней уже дальше иметь дело. Или же вручную анимировать. Но это будет просто как не то. Так, что еще здесь у нас? Потом clothes, dress. Это у нас вот юбка, платье. Я извиняюсь. Здесь у меня надо подкрутить, короче, стрелки на глазах. И еще, вот видите, разметка Hair Colors. Мне надо вот эту челочку у нее сделать, чтобы она у нас была светлая. Я посмотрел хороший туториал, часовой практически, да, буквально час, о том, как работает хайр-ноды вот эти все. Я под предыдущим видео в комментариях оставил пользователь ссылку на свой канал, там можно увидеть. Он подробно объясняет функционал вообще нод вот этих всех, с которыми я ввиду своего технической, скажем так, недалекости, я интуитивно понимаю, как оно все здесь работает, и чисто как бы креативным методом собираю эти ноды и получаю желаемый результат. Но можно вещи делать гораздо проще, гораздо оптимизированнее. Там он прикладывает ноды, которые уже оптимизированы, сделаны человеком, у которого бэкграунд создания волос в Xgen, в Maya. Огромнейшее видео, насыщенное, мощное, посмотрите. И человек реально очень полезной деятельностью занимается. Рекомендуем. Так. На самом деле структуризация того, что ты хочешь делать, реально очень помогает. В этом плане у меня как бы не заметок, не то чтобы я не делал, я в голове это все держу. И чисто по мере того, как вижу, начинаю делать. Типа смотрю, что-то не так. Да, вспомнил, что мне надо брови подкрутить, скальп подкрутить, короче. Тут градиент у меня написано. Я хочу, чтобы, как у MetaHuman, зрачок имел затенение сверху. Как будто оттеняется он, оттеняется верхним веком, потому что в блендере, ввиду ограничения движка блендера,
лимитации вот этого EV, real-time рендера, преломление не пропускает тени сквозь преломляющуюся поверхность. То есть хрусталик глаза, поправьте, если я неправильно говорю, это хрусталик называется, жидкое тело глаза, оно здесь не пропускает почему-то свет, тени на него не падают, на этот айрис, потому что он отдельной геометрии присутствует там. Да, отдельная геометрия. Короче говоря, можно создать фейковое затенение, оно будет лучше работать, чем просто как бы незатененный глаз. Но это такие вот, знаете, мелочи, на которых я обычно фиксируюсь. С волосами я уже говорил, здесь отдельная работа. Здесь, видите, вот это... У меня включена оптимизация, потому что я до волос накидал вот эту базовую форму, но это далеко от идеала, это просто такой вот куча с очертаниями прически. В общем, ну, ресницы, слава богу, по одной расставили. Здесь их надо причесать хорошенечко. И еще одну вещь я сделаю, про которую говорил. Мы сейчас нарисуем вот так самый поппинг, вот эту текстуру. Сейчас я добавлю. Сделаем ей 4К разрешение. Поп назовем. Так, что мы делаем? Мы сразу подключаем этот слой не к color, да? Это у нас нормальное. Это бамп. Не нормаль даже, а именно бамп. То есть там, где я нарисую точку, поставлю прыщик, условно говоря, у нас будет выпуклость. Та самая имперфекшены, которые шум, да, делают кожу какой-то более... Не как старый кожаный диван какой-то, а именно более натуральный. Почему? Так, я сейчас, смотрите, как сделаю. Я включу себе... В настройках кисточки я включу джиттер. То есть у нас будет разброс, да, так называемый. Так, airbrush. Блин, надо отключить этот... Боже, где этот DecoPaint? Ага, отключаю. Так, теперь у нас джиттер сделает такой хаос, да? Тот самый рандом, про который я люблю говорить. Такой разброс, спейсинг, допустим. Вот, видите? Мне такая, в принципе, устраивает. Ну-ка. Нет, это не джиттер, это у нас получается... Да ладно, даже не в этом суть. Сейчас. Rate. Частоту побольше, наверное. Нет, поменьше, наоборот. И он, короче, нам дает... Блин, в ZBrush идеальная кисточка есть. Она такая... Раскидывает поры, короче. Вот смотрите, это слишком крупно. У нас информация сторится у бампа, да, в негативное значение и положительное. То есть там, где плюс, у нас выпуклость. Там, где минус, у нас впуклость. Если вы посмотрите вот на вот этот реф, вот идеальный реф, хорошую фактуру кожи мы видим. И еще в одном интервью я заметил, что у нее довольно-таки плохая кожа, я бы сказал. Может, у нее какие-то бывают периоды, что у нее она портится. Либо склонность, да, у человека какая-то вот. Мы, получается, упражняемся просто в повторении фактуры. Тренируем глаз. Считайте, что я вот пытаюсь воссоздать. Я не помню, почему оно не стирается. Не понял. Этот DecoPaint, он... Toggle Eraser, мы включаем Eraser, он должен затирать. А, кажется, я понял. Походу, я сломал настройки этого несчастного эрейзера. Да, все. Короче,
Мы затерли, этого нет. И мы вот такую сечку мелкую, короче, разрисовываем. Уже опять не выключу. Я не понимаю, как сторится информация здесь в этом. Erase. Все. Ну, вы поняли, да, что это за процесс? Так оно, короче, и должно выглядеть. Собираться. Раскидываем здесь пупырышки. Здесь раскидываем вот такой вот разнобойчик всякий. Оно выглядит слишком явно, видите, да? Ну, вот. Такая вот прям грубая фактура. Это нужна для того, чтобы пока создать. Чтобы оно было. Потом это можно чуть-чуть подавить. Интенсивность убавить. И вот так мы накидываем, прорисовываем. Это вещи, как будто вы знаете, их нет. Они не нужны. Типа, это такая мелочь мелочная. Но если вы посмотрите какого-нибудь Йена Сприкса, его уровень и как они заморачиваются за такими деталями, типа... Такое имеет место быть. Это как бы совсем грубая сечка такая получилась там. Ну, вот эти имперфекшены, да, не просто гладкие, как... Не абсолютно гладкое лицо, а в нем есть несовершенство. Есть изъяны. Понимаете? Ничего идеально гладкого, идеально круглого, идеально ровного, как бы... Сколько сферы не обтачиваю какие-нибудь, они все равно кривые на микро какой-то получаются там микрон. Так, я смотрю, вы написали. Давай так, сколько бы нас Суини брал бы, если бы это для коммерции. Я понимаю, что от студии к студии разный бюджет, но плюс-минус назови, сколько ты делал, сколько бы ты был доволен. У меня нет конкретного прайса на такого рода деятельность, потому что она выходит за ту сферу обитания, в которой я как бы тусуюсь. И я не могу estimate сделать 100% точно. Хусейн Диба мне написал за подобную башку. Сейчас я вам скажу. $3500 он написал. С волосами, вот это все. Но это Хусейн Диба. Это Хусейн Диба. Надеюсь, все знают, кто такой Хусейн Диба. Так, вы там написали комментарии, я сейчас почитаю. У меня работает 2 клетки мозга, чтобы я мог писать. Так, кстати, отлично. Честно говоря, я уже год изучаю, мне нравится смотреть подобные вещи, так я сам предыхожий аниматор. Спасибо, все, кто смотрит. Я тоже с архивиза начала тоже страдал. Ты кому хочешь что-то доказать, а не пофиг ли на чужие мнения? Тоже верно. Это просто скульт или там Рик есть? Так, вы Рик видели. What is this sorcery? Sorry for using English. Привет из Аргентины. Привет, Аргентина. Спасибо, что смотрите. А может ли подобная модель быть готова для использования в играх? Абсолютно. Абсолютно. Как бы, чё б нет. Это как бы закономерный пайплайн будет. Если посмотрите сейчас, вот у меня тут MetaHuman, видите, написано. Венец всей вот этой вот конструкции — это трансфернуть потом все вот это вот на MetaHuman. Блендерские прически, курвы, они унифицированы. Ты можешь эти волосы загонять на MetaHuman. Если вы посмотрите, есть чувак, который делает прически, продает их на MetaHuman'ов различного, там, косы, сплетения, дреды, и просто успешно вроде как ими барыжит, волосами, сделанные в блендере. У него даже какой-то тул прописан, он его, по-моему, продает, завязан чисто на волосах. Чувак просто прически делает для MetaHuman'ов. Есть отдельная ниша, где чуваки делают одежду для MetaHuman'ов.
Сейчас MetaHuman стал какой-то вот метой, буквально. Как в играх, да, мета. И вокруг него теперь сейчас вращается. Ну, как бы это вот та самая пчелиная сота, которая оптимально вроде все. Зачем изобретать колесо, если вот есть, оно работает, едет. И чем более он еще от версии к версии улучшается. Становится охуеннее. Мой комментарий о достоверности легенды о Сидни Суини был проигнорирован, честно говоря, совершенно справедливо. Лол. Я извиняюсь, у меня, как сказать, первый стрим с таким количеством комментариев. Я всем хочу уделить внимание по возможности. Здравствуйте, я слышу клики. Пожалуйста, скажите, что вы это создали с помощью волшебного планшета за 10 тысяч баксов, а не кровью и потом обычной мышкой с 2 кнопками. Это Logitech Superlight. Идеальная мышка для Apex, для Counter-Strike и, как видите, для моделинга в блендере. Если вы зайдете на канал, раз вы уже зашли, можете посмотреть, как я рисую мышкой в Paint Джона Сноу. Это о том, как я люблю вот такими вот вещами заниматься. Преодолевать непреодолимое. Так что да, все сделано мышкой. Я всю свою жизнь работаю мышкой, и у меня нет никаких проблем с суставами, артроз. Я не знаю терминологии, но у меня не болят руки. Я как бы хорошо себя чувствую до сих пор. И просто мышка. И я, знаете, в каком-то роде спартанец. И опять же озвучиваю, проговариваю, что метод у меня брутальный. Не всем может подойти. Просто я так привык, я так функционирую, и у меня какой-то вот такой стайл. В общем, планшет мне не подошел. Я пробовал вакуумы. И синтиками я не пользовался. Просто планшет мне... Ну, неудобно мне было просто. Я и так пытался, и так пытался. Но как бы я его не приначил, он не хочет. Я его не хочу, он меня не хочет. Я решил... А зачем мне это, если я как бы... Он не был продолжением моей руки, понимаете? Я не чувствовал какой-то подмоги с его стороны. Просто тяжело
вдохновлял Крис Джонс степенью реализма. И мне в комментариях написали, что я думал, что это Крис Джонс. Для меня это был очень комплимент такой, что, блин, наверное, я все-таки куда-то правильно шел в этом плане, что я, соответственно, наконец-то дошел до того уровня, который в голове я у себя видел, раз у людей такое мнение. Значит, что галочку поставил, смог, короче. Киос Масонс. Так, сейчас я отойду на минуточку. Так, что там? Я уже потихонечку втягиваюсь. Я уже, короче, раздуплился понемножку. У меня, короче, скорее всего, я не могу наладить звуковой баланс Может быть, со звуком. И поэтому, возможно, на повторе будет функция, что будет голос пропадать, как будто из какой-то дырки звучать будет. Потому что YouTube мутит треки, которые кидают страйки автоматически за воспроизведение, нелегальное воспроизведение на моих стримах, поэтому может чуть-чуть звук хериться. То есть, не знаю, жалоб пока не было, но я потом послушал. Вроде слухабельно, но такой странный звук, поэтому мне надо как-то послушать и зафиксировать этот эквалайзер, на каком уровне децибелов, и слышно меня, и слышно там, что происходит. Так, давайте вот это видео дослушаем. у меня нет таланта. Может быть, 3D — это не для меня. И может быть, я просто трачу время зря. Но правда в том, что вы только на начальном этапе. Еще одна вещь, которая делает ситуацию еще хуже, это то, что прогресс в 3D большую часть времени не видим. Вы изучаете топологию, освещение, композицию, шейдеры и так далее. Но эти Шейдеры. навыки не сразу проявляются, как и результаты. Как будто ваш мозг тихонько повышает свой уровень в фоновом режиме, и вы еще не видите отдачи. А поскольку вы не видите результатов, вы либо перескакиваете с одного урока на другой, вините программное обеспечение, либо просто полностью останавливаетесь. Именно так люди застревают на месте новичков на годы. И самое безумное, если вы просто продолжите еще немного, вы достигнете того момента, когда все встанет на свои места, и внезапно ваши модели будут выглядеть лучше, ваши рендеры улучшатся, и вы поймете, что весь этот невидимый прогресс накапливался все это Рендеры. время. Так что да, ловушка не в отсутствии масштаба. Она в том, чтобы бросить все до того, как результаты успеют проявиться. Но чтобы достичь этой точки, вам нужен, если можно так выразиться, механизм, который защитит вас от того, чтобы вас разнесло в пух и прах этой ерундой. И вот здесь вступает в игру секрет, о котором я говорил в начале. Это, честно говоря, один из тех сдвигов в мышлении, который меняет все, как только вы его поймете. Когда вы сосредотачиваетесь на больших целях в 3D, таких как «я хочу создавать кинематографические анимации» или Вот, «я хочу работать вот. над AI и видеоиграми», это звучит мотивирующе. Но на самом деле это просто создает давление.
Цель настолько далека, что каждый раз, открывая программу, кажется, что ты даже близко к ней не приблизился, и этот разрыв заставляет чувствовать себя медлительным, застрявшим, а иногда даже обескураженным. Но когда переключаешься на ежедневные цели, все становится легче. Так что, если ты ставишь перед собой цель создать небольшой объект в качестве художника по окружению, смоделировать его, сделать UV-маппинг, затем текстурирование и на этом закончить, я уверен, это значительно улучшит твое самочувствие и поможет двигаться дальше. Поэтому, вместо того, чтобы думать о том, где ты должен быть, сосредоточься на том, что ты можешь сделать сегодня или на этой неделе. Возможно, это настройка освещения в сцене, моделирование небольшого объекта или просто понимание одного узла в редакторе шейдеров. Звучит не очень впечатляюще, но именно поэтому это работает. Это выполнимо. И ключевой момент здесь– последовательность. Поэтому, когда твои цели небольшие, ты действительно приходишь к ним каждый день. Тебе не нужна мотивация и не нужно идеальное настроение. Ты просто делаешь то, что делаешь. И со временем эти маленькие действия начинают накапливаться. Таким образом, то, что кажется всего лишь 2 часами практики, со временем превращается в реальный результат, потому что небольшие усилия накапливаются и приводят к большим результатам. Еще одно большое преимущество– это инерция. Когда вы достигаете небольшой цели, ваш мозг получает эту маленькую победу. Вы чувствуете, что сделали что-то, и это подталкивает вас вернуться на следующий день. Эта инерция очень сильна. Она заставляет вас двигаться вперед, даже когда у вас нет особой мотивации. Многие новички этого не понимают, но даже лучшие 3D-художники проходят через то же самое. Разница лишь в том, что их версия борьбы выглядит по-другому. Когда новичок испытывает трудности, это обычно касается самых простых вещей: моделирования, освещения, рендеринга и так далее. Но когда Рендеринга. профессионал испытывает трудности, это происходит потому, Рендеринг. что он постоянно учится чему-то новому. Возможно, он переходит в Houdini после многих лет работы в Maya, или пробует рабочие процессы в реальном времени в Unreal, или изучает что-то вроде симуляции ухода за волосами, или что-то еще. И как только он это делает, он снова чувствует себя новичком. Именно этого большинство людей не замечает. Опытный художник может быть великолепен в одном, но совершенно не разбираться в другом, и это создает своего рода внутренний конфликт. Я же должен быть хорош, верно? Так почему же моя работа вдруг снова выглядит плохо? На самом деле это очень распространенное явление, и это, по сути, форма синдрома самозванца, который особенно сильно проявляется на более высоком уровне, что, мягко говоря, расстраивает. Таким образом, если замкнуть круг, становится ясно, что это напрямую связано с тем, как работает обучение, а не с вашим уровнем как 3D-художника. И забавно, что это применимо и к работе. Поэтому, независимо от вашего уровня, каждый новый навык имеет свою собственную кривую обучения. Вы Кривая начинаете обучения, медленно, ребят. испытываете трудности, затем улучшаетесь, затем достигаете плато, затем снова наращиваете темп. Цикл никогда не заканчивается. Профессионалы просто проходят через это снова и снова в разных областях. Так что да, даже профессионалы все еще чувствуют себя застрявшими. Иногда они все еще достигают плато, когда им кажется, что они не улучшаются. И что интересно, плато может произойти на любом уровне, даже когда вы уже очень хороши. Можно построить успешную карьеру и при этом чувствовать, что не продвигаешься в каком-то конкретном навыке, который действительно важен. А еще есть давление. Новички испытывают трудности в тайне, а профессионалы часто сталкиваются с ними публично. У них есть клиенты, дедлайны, ожидания, и иногда они учатся, одновременно выполняя реальные проекты. И это добавляет еще один уровень стресса. Плюс Фу. ко всему, сама индустрия постоянно меняется. Новые инструменты, новые рабочие процессы, новые технологии и так далее, обучение никогда не заканчивается. Даже опытные художники должны постоянно адаптироваться, иначе рискуют отстать. Но вот ключевое различие. Профессионалы ожидают этого чувства. Они знают, что разочарование, растерянность и медленный прогресс – это не признак того, что что-то идет не так. Это просто признак того, что вы осваиваете новую территорию. На самом деле, плохое самочувствие Да, часто да, является сигналом да. того, что вы действительно совершенствуетесь и выходите за пределы своей зоны комфорта. Вот и все, ребята. Да. Если вам понравилось это видео, пожалуйста, Очень, поставьте очень лайк. Также, хорошее, пожалуйста, емкое подпишитесь на видео, этот канал, друзья. чтобы получать больше подобных видео. Очень, очень важные вещи проговариваются роботизированным и голосом. Понимаете? Так, еще раз прочитаю комментарии. Я уже, говорю, чуть потихонечку осваиваюсь. Имею дело с потоком стримчанским, как говорится, мне начинает нравиться, я втягиваюсь. Ну, мне до этого нравилось, господи, но спасибо. Все равно, ребята. Так, сейчас. Сундук, соответствующий лору Суини, когда... Сундук, поподробнее про сундук. Where to get this model? Так, London is a... Your English is not that bad. I have some Russian friends, they speak English just like you. I trying to not speak perfect. Just try and speak as is, as I can, without any
attempt to make a perfect accent. Yes, you know, I know, you shall, like this. I just want to speak, have conversation with just how can I say, grammatically correct, you know? It's just for you can understand what I want to say. Just like this. I need some time, need some как он называет, exercises to improve my knowledge, you know. Where to get this model? It's not for sale, it's just a personal project. I make it in my free time. Так, я explain. I can't translate that. Приветствую. А где начало модельника посмотреть? Так, в истории же на канале. Спасибо, спасибо. Вот уже комьюнити как бы друг другу помогает. Можешь просто открыть картинку как изображение в отдельном блендер-окне. Так, это кому? А что ты кисточкой? Вот, кстати, я вам говорил, я сейчас этой кисточкой делал эту мелочь. Я подумал, что я даже и не видно, только если у меня остановить как бы рендер во вьюпорте, он начнет проявляться, короче, из-за того, что поток через OBS там идет. Я вообще каким-то плагином для OBS пользуюсь, только чтобы на YouTube стримить. Он вообще какой-то написан Сора Юки. Вообще энтузиастом каким-то программистом. И, в общем, он... Когда я останавливаю, этот декодинг происходит, и модель, короче, видно почетче вещи какие-то. Детали вот эти. Вот видите, какие-то вещи вы не видите, только если от 4К выложу изображение, картинку, а вы увидите все эти мелочевку. Это. Так. Симуляция ухода за волосами как симуляция бурной деятельности. У нас мы обсуждали, что чтобы полностью типа 3D-шником быть, надо создать эмбрион человека, потом в стадию его взросления, потом школу ему замоделить, детский сад, потом школу с другими школьниками, чтобы у тебя типа гиперфиксация произошла. Тогда ты сможешь себя 3D-шником назвать, типа, понимаете? Просто интересно, вижу тип скилловый. Так. Жаль, чат не читает. Я немножечко сейчас пытаюсь ассимилироваться. Вас буквально 3 дня назад, буквально 3 дня назад было 150 человек на канале, кто там постоянно заходил. Сейчас вас уже, я еще не смотрел, но много. Всем признателен за такой всплеск внимания. Yes, pretty cool. Deep accents grammar, very poetic and aggressive. Try deep accents grammar, very poetic and aggressive. I can read English book. I constantly read, but I can't speak. As I read books and other information on English language. It's a very strange thing, you know. On base level, common level. Я хочу, чтобы я мог быстренько включить, отключить, чтобы силуэт сравнить. Да, просто в камеру назначаете, подгоняете под FOV, рев, короче. Я себе аддон написал специальный, чтобы, короче... я же написал аддон. У меня аддон для того, чтобы управлять прозрачностью. Сейчас. Управлять прозрачностью и прочим. Короче, аддон, он отвечает у меня за ходки, по-моему. Господи, я уже забыл. Он мне позволяет по скроллу, короче, управлять прозрачностью референсного изображения. Потому что в блендере не предусмотрен подобный функционал, и мы его расширяем. И это я буду говорить, вот так нейронки надо юзать. У меня еще есть вспомогательная сетка, то есть гайды, линии, короче, которые разбивают. Я уже говорил в позапрошлом видео, показывал. Вспомогательные линии, которые позволяют глазу легче сопоставлять объемы, работать с чертами лица, как бы видеть соотношение. Поэтому no limits. Можете как бы клоду ставить... я клод использую, во всяком случае. Самые задачи, он собирает аддон по любым потребностям. Правда, если совсем какие-то замудренные вещи, он там ломается.
Даже нейронка затрудняется, короче. Doesn't bother with pronunciation. Thank you. Есть ли у тебя гайд по шейдеру кода в Blender? Нет, гайда нету, это просто, я уже говорил, текстуры с 3D Scan Store, готовый проект, можете скачать. В Дискорде лежит ссылка, там выше чуть промотать, надо ее закрепить. Я еще, даже, знаете, в Дискорде толком не освоился, потому что у меня Дискорда не было, меня просили еще полгода назад завести Дискорд, я завел, потому что я не совсем как бы доисторический, просто функционал Дискорда немножечко еще не разобрался до конца, чтобы людям там базу знаний какую-то дать, чтобы они заходили, часто задаваемые вопросы-ответы. Там, короче, очень настроено все уже самими же разработчиками, кто сканит людей, они 1000 таких лиц уже переделали, им вообще изично. Они знают, что делают, поэтому шейдер там настроен. Я, по сути, его особо не кастомизации никакой не подвергал. Просто готовый качаете мейкап, там со стрелками, с тоналкой, с румянцем. Просто целый набор для женского лица, скажем так. И это вся ассеты фришные, полностью фришные. Персональные проекты можете юзать без проблем. Вот, что еще хотел сказать. Ну все, наверное. Я как бы уже должен заканчивать. Ребята, я очень признателен. Да, я вообще прям... Для меня сегодня такой новый день. It's the first day. Этот Брайан Молко поет. Ну, вот такого интересного витка в нашем YouTube комьюнити. Спасибо вам за то, что смотрите. Мне надо адаптироваться к такому формату. Надо быть попродуктивнее во время стрима. То есть ставьте колокольчик. Смотрите, какой я famous теперь. Ставьте колокольчик. Жмите там лайки для продвижения. Так что будем, наверное, двигаться дальше. Надо Я просто взял себе за основу хоть какой-то результат буквально в кратчайшие сроки демонстрировать, потому что он нездорово затягивается иногда, проваливается, и ты уже возвращаться к этому не хочешь. Поэтому вы тоже как часть этих проектов стимулируете, побуждаете и причастны по-своему к этому. Поэтому спасибо вам. Так что еще раз. Ага, все. Спасибо всем, кто заходил, комментил. Я как бы, если кому-то не ответил, отвечу в следующий раз. Не все информации я обладаю, не все могу быть... Экспертизы у меня не во всем может быть достаточно. Все равно, тем не менее, спасибо, что разделяете со мной это время, это ремесло, это движение. Будем дальше развиваться, и вам тоже желаю. И по традиции берегите себя, пейте побольше жидкости, потому что мозгам нужна жидкость, чтобы они не высохли. Занимайтесь физкультурой, физическая активность, бустите гормоны, они дают заряд, желание жить, работать, творить. И be kind, будьте добры к себе, к остальным, но главное к себе. Никогда не будьте жестоки по отношению к себе. Вы лучше, помните об этом. Все будет хорошо, берегите себя. До новых встреч, скоро увидимся. Спасибо.